Привет, дорогие! Сегодня у нас интереснейшая тема по вашим запросам. Это все, что касается денег, финансов, расширения и причин, по которым это расширение может не происходить, причин, по которым могут быть трудности в финансах, трудности в заработке, вдруг у кого-то вообще нет денег и так далее. Все, что связано с этой темой, мы будем разбирать сегодня целых 12 причин с точки зрения психологии, с точки зрения нашей психики. Конечно же, коснемся духовного пути тоже, почему это происходит. И, естественно, просмотрев все эти пункты, вы поймете, почему у вас могут быть эти трудности, и поймете, что с этим делать. И нам поможет разобраться сегодня в этой теме Мария, которую вы уже знаете, кто-то даже работает с Марией, кто-то в терапии. Привет, дорогая. Привет, Алина. Привет, друзья. Да, тема денег. Вроде бы все просто. Иди и зарабатывай, да? Ну, что, встал, пошел, заработал. Но у многих с этим трудности, проблемы и непонимание. Да, давай сегодня об этом поговорим, Алин. Какая самая часто встречающаяся причина трудностей в деньгах? Самая частая причина– это такое название, оно сейчас не всем понравится, это психологическая инфантильность. И здесь я хочу более подробно объяснить, что такое психологическая инфантильность. Это когда человек в каком-то неком ожидании. Но в принципе у нас психически есть такая реакция чего-то ожидать. Лучшей жизни, лучшей погоды, в отпуск поеду, там отдохну, и там будет лучше. Да не знаю, человек придет и сделает меня счастливой. То есть у нас есть какое-то ожидание, что кто-то придет, что-то даст, муж, родители, государство, да, кто угодно. И вот это вот ожидание, это и есть психологическая инфантильность. Такой страх ответственности за выбор, за большие деньги, там действительно такой огромный большой страх. И с чего все начинается? Как мы уже знаем, да, деньги детям не даются, да, детям деньги приносят там или дают родители, да, за какой-то, я не знаю, хороший поступок, там, не знаю, просто иди конфетку купи. То есть дети ожидают. И здесь мы немножечко, да, уходим тоже вот в ощущение, как будто бы я еще ребенок, я еще не вырос, я еще не до конца могу знать, понимать, как зарабатывать. И даже если человеку может быть, я не знаю, там 20, 30, 40, 50 лет, да, все равно внутри вот этот ребенок, который не знает. И как, то есть, понимаешь, одна часть, она взрослая, она все может, умеет, а как раз-таки часть, которая может зарабатывать, творческая часть, потенциал вот это, да, он не развился. Там еще вот это вот сидит такая детская инфантильная часть. И как бы не нужно бояться этого слова инфантильность, да, что это что-то такое плохое, просто нужно понимать, что там, ну, недозрела психика в этом процессе. И с чего все начинается? Ты хотела что-то сказать? Да, я вот хочу прямо на примерах, чтобы нам было понятно, кто, возможно, не в контексте, да, психологической работы еще над собой. Прямо на примерах скажи, как это выглядит, когда человек, вот у человека есть работа, например, он получает зарплату, или он работает на себя, да, оказывает какие-то услуги или продает какие-то товары. Как это на конкретных примерах выглядит, что я инфантильный, да, Мгм. что какая-то моя часть еще не дозрела, то есть как это на действиях проявляется? Да, давай на примерах. Ну вот смотри, например, я работаю, да, ну, я не знаю, какой-то я сотрудник там, например, да, работаю на организацию. И я вот сижу и понимаю, что на этой работе мне, в принципе, потребности мои закрываются, да, зарплата, но, например, куда-то уже поехать, что-то себе более дорогое купить, я не могу. И я сижу как бы, и у меня такая начинается фрустрация. Я хочу, но не могу. Я хочу, но не знаю как. Да? И я начинаю как бы надеяться как раз-таки, да, и ожидать, что что-то изменится. И здесь нужно понимать, ничего не изменится, ожидать бессмысленно. Бывает, конечно, какая-то удача свалится, но она может свалиться, а может и не свалиться. Может быть, придет какой-то принц богатый, а может быть, не придет. Да? И даже, чтобы пришел богатый принц, нужно что-то делать в любом случае. То есть ожидать, ну, то есть на балкон он не свалится, нужно хотя бы выйти на улицу. И вот если нам что-то не нравится, и мы не делаем ничего,
чтобы это устранить, все, вот это вот признак того, что я немножко застряла вот в инфантильной вот этой позиции, да, вот эта детская часть. Хорошо, а вот смотри, делать что-то, что ты подразумеваешь? Вот давай прям продолжим этот пример, чтобы люди поняли, все-таки это их случай или не их случай. Вот я, допустим, оказываю какие-то услуги. Например, у нас много здесь помогающих профессий, здесь тоже и, может быть, и психологи есть, может быть, эзотериков очень много у нас, да, здесь в чате. То есть я оказываю какие-то услуги для людей, и мой доход составляет вот столько. Я понимаю, что мне недостаточно. Что я должна делать вот с точки зрения, как ты это видишь? То есть, что Мгм. покажет, что я уже не инфантильная и делаю Мгм. какие-то действия? То есть просто больше работать надо или что-то другое? Ну, давай немножко шире тут. Можно и больше работать, и денег не будет. Ты сама знаешь, да, как бы тут надо посмотреть чуть шире. Деньги — это энергия, так ведь? Да, это что-то такое, что бывает, знаешь, ко мне клиент приходит, говорит, я уже рекламу сделала, вот это сделала, она миллион шагов сделала, она сделала больше, чем в прошлом месяце, но деньги вместо того, чтобы больше прийти, как бы действий-то она сделала больше, у нее наоборот меньше, то есть поток денег, наоборот, снизился. И мы начинаем разбирать, что там она очень в таком состоянии скудном, бедном внутри, она устала, да, и деньги вот к ней, знаешь, как перекрыт поток вот этот, хотя она действие сделала. И, ну, простой пример, конечно, там поработали с ней, и самый простой там пример, вот то, что я могу сказать, я ей говорю, а что бы ты сейчас сделала, вот что тебе на ум приходит, чтобы вот как-то немножко себя вывести из этого состояния? Она говорит, хочу потанцевать пойти, забыть обо всем и пойти потанцевать. Она сделала это, она пошла потанцевала, развеялась. И через день, на следующий там день, да, у нее там заказ один, второй, третий. И вот потихонечку она так вышла из вот этой негативной воронки и состояния в более продуктивную. И здесь я хочу что этим сказать, что действие — это хорошо, и это важно, стратегия, да, планы, это все прекрасно. Но важно понимать, что ты из себя представляешь, что ты можешь отдать этому миру. Потому что уж тем более сейчас, вот в этом, да, современном нашем мире, люди уже смотрят на то, что ты, да, из себя представляешь, что ты можешь, если ты не человек, который просто покупает и продает, хотя тут тоже нужно, знаешь, уметь это продать, да, зажечь в человеке, то есть все имеет энергию, а уж тем более, если человек работает с другими людьми, то нужно понимать вот эту вот свою отдачу. Вообще, какую ценность ты можешь дать другому человеку? Это очень важно. Мы все хотим больших денег, мы все хотим взять, дай, 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 условно, да, я хочу, хочу, хочу денег, хочу путешествий, хочу любви, хочу, 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 хочу. Это же тоже инфантильная позиция. Ну, как бы то, что даже инфантильная, а такая детская. И это правильно, это хорошо. Наша детская часть, она хочет. Ребенок, он всегда все хочет, он не умеет отдавать. И это хорошо, он вот напитывается, как цветочек напитывается, делается красивый, большой, и потом он может отдавать. И вот здесь вот нужно посмотреть в то, что мы можем отдавать. И знаешь, здесь не просто я отдаю, мы можем отдавать, но из последних сил, из-за того, чтобы нас полюбили, из-за того, чтобы нас одобрили, кому-то что-то доказать, я сейчас все вот дам, я вот это сделаю, посмотрите на меня. А здесь, ну, это рождается изнутри. Знаешь, как я хочу написать эту книгу. У меня она прям вот здесь, вот, и я ее хочу миру отдать для того, чтобы, конечно, получить признание, да, но это вторично. Первое, что я хочу, это вот этому миру что-то, знаешь, такое наследие, потому что человек удовлетворен только тогда, психически и вообще, и духовно, когда он оставил здесь наследие. Я в этом глубоко убеждена. Это будь то ребенок, будь то книга, будь то доброе слово кому-то, которое помогло потом в будущем, да, этому человеку выжить и так далее. И вот если у вас это рождается, я хочу отдать, какая ценность у меня, поверьте, деньги будут. А если еще Вот смотри, подключить шаги? Мгм. очень интересный момент с книгой, потому что у меня есть у одной девушки запрос как раз
похожий на книгу. Вот прям давай на этом примере. Например, родилось у меня это ощущение «хочу написать книгу», но мне нужно платить за квартиру, мне нужно жить, мне нужно одно, пятое, десятое, и я работаю весь день и всю неделю, например, и у меня есть там, да, какие-то пару часов свободных на эту книгу, но я еще хочу заняться хобби, мне еще нужно заняться спортом, да, мне нужно еще чем-то заняться, и вот он, куча дел, ну, то есть мне в первую очередь нужно зарабатывать себе деньги на жизнь. А тут вот она книга. И писать книгу — это не один день и не два. Это у кого-то годы на это уходят. То есть, понимаешь, у многих людей встает вопрос, что да, у них есть вот это что-то внутри, желание что-то отдавать, чем-то делиться, может быть, рисовать картины, может быть, оказывать какие-то услуги конкретные. То есть у многих идеи, но они не понимают, люди, как эти идеи вписать в жизнь. Блин, мне работать надо. Какая книга? Мгм. Кто меня прокормит, ну, условно, да? Если вот, ну, хочу я книгу и хочу, ну и дальше что? То есть много идей, мы сейчас книгу, дорогие, просто на примере рассматриваем, да, то есть подставьте нужное, как говорится, подставьте свое. У людей вот этот вопрос, что я бы хотел это делать, но мне нужно работать, и моя работа, например, занимает 80% моего дня, и у меня нет сил потом вообще что-либо делать. Вот как тут быть Мгм. с книгой? Ну, здесь, да, ты говоришь про вот эти базовые потребности, они открыты. И если, например, я одна закрываю эти базовые потребности, то, естественно, мне нужно подумать, как себя самостоятельно прокормить, заплатить за квартиру. Если еще дети есть, допустим, да, тут и бывает очень часто человек один остается, женщина одна с детьми остается, и тут не до книги. Но, здесь все потихонечку выстраивается и маленькими шагами. Я, ну, на своем примере могу сказать, что когда я работала в репцентре, я хотела, да, там одно, второе, третье, пятое, десятое, и делала это все потихонечку. То есть работала на основной работе и удовлетворяла свои творческие потребности. И потихонечку я полностью, это не сразу, это в 4 года процесс шел. Я перешла из наемного сотрудника в, да, вот, сама на себя работающего человека. И здесь маленькие шаги и вера, то, что у тебя все получится. Потому что, мы с тобой на первом эфире рассматривали, да, вот эта вот позиция, первое состояние, я не знаю, я не могу и как. Ну, то есть можно постоянно говорить: "Да, ну, здрасте, вам там легко говорить, я-то работаю". И, пока мы так думаем, так и будет. Куда я смотрю, то я и вижу, то я и как бы подпитываю. Это невозможно. Соответственно, когда мы делаем параллельно, пишем эту книгу, дальше мы туда вкладываем это внимание свое, подпитываем, растим это, потихонечку обязательно эта книга, она выйдет. А уж все остальное подтянется, вот все события, они подтянутся под эту книгу, под перемены какие-то, если человек этого хочет. Вот. Но если вот коротко, то так. То есть смотри, я правильно понимаю, что для людей, например, вот с такой ситуацией, да, что я работаю на какой-то работе, да, я как-то зарабатываю, а то дело, которое я хочу отдавать в мир, оно пока не может приносить мне доход по каким-то причинам, то для такой ситуации важно фокусироваться не на том, что у меня не получается, да, и мне не приносит доход мое любимое дело, а, да, взять для себя время, определить какой-то период времени, где, да, я буду работать на работе, которая приносит мне деньги, чтобы я удовлетворял свои базовые потребности, и делать периодически шаги к той цели, которую я хочу, правильно? Конечно, да. То есть никто не запрещает, никто не отнимает эту возможность делать, взращивать то, что тебе действительно нравится. И да, есть вот эти обязательства, которые нужно закрывать. И потихонечку оно даже незаметно это будет, оно плавно перетечет, и уже хобби будет основным делом. Так оно работает. Вот, то И есть вот то, что смотри, тут мы. многие Мгм. нюансы. Даже я с таким сталкивалась тоже, и знаю, что тоже сталкиваются ребята. Ам, Когда, опять же таки, вот эта детская часть начинает кричать: я не хочу работать на этой работе. Почему я должна работать на дядю на какого-то? Я хочу свой бизнес прямо сейчас. Я хочу книгу свою. Я хочу там еще что-нибудь. Я хочу вести консультации за 500 тысяч долларов и все и сейчас. Я не хочу больше работать, не знаю, в офисе или там еще где-то. Не хочу.
нет энергии у меня на это, не хочу, и все. Вот что тут, хочу книгу. Ну, у нас есть, знаешь, либо, ну, принять тот факт, то, что я хочу, но у меня этого нет. Ну, вот как бы, да, то что ты можешь сделать? Ну, вот все, прими этот факт, да, измени отношение к этому. Ну, вот ты хочешь, но ты этого не получишь. И оплакать это. Да. Это я говорю, давай отгорюем это. Этот вариант, ну что я тебе дать не могу, кто-то еще тебе дать это тоже, наверное, не может, хотя, да, вот. И мы принимаем этот вариант, что я хочу, но этого не может быть. То есть мы перестаем фрустрировать. Вот прямо сейчас я не могу уволиться, прямо сейчас я там не могу то-то сделать, вот, потому что понимаешь, да, адекватно, что еще там какие-то надо закрывать потребности, дела, квартиры и так далее. Второй, то есть ты приняла это, второй вариант, который ты дальше идешь, ты либо отпускаешь эту идею, да, ну, это судьба моя, буду работать на работе, на которой не люблю, да, тоже принимаешь этот факт, и в этот момент человек говорит, нет, в смысле, да, такая провокация небольшая, она работает, нет, 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 ну тогда что ты можешь делать? Ну и тут, да, включается вот эта генерация идей, потому что пока опять мы говорим, я не хочу, ну, мы сидим в этой позиции, топаем ножкой, и если человек уже пришел на терапию, и он говорит, что он не хочет или хочет по-другому, обязательно начнутся изменения. Потому что если он просто сидит в квартире в своей и даже не слушает наш эфир, ну он так и будет сидеть и фрустрировать, разочаровываться и ждать. Да? Вот. Здесь Скажи, нужно... пожалуйста, а как вот именно терапия помогает вот эту детскую часть взрастить? Буквально пару слов вот об этом, что я прихожу к тебе, говорю, не хочу работать, хочу книгу, делать до этого тоже ничего не хочу. Как именно процесс терапии помогает из вот этого состояния перейти в состояние, где такая, так, ну я поняла, я договариваюсь с собой, я даю себе время, например, там полгода или сколько-то месяцев, и делаю маленькие Мгм. шаги к своей новой деятельности. То есть как из одного состояния мы через терапию переходим в другое. Ну вот смотри, Алин, если там нету какой-то депрессии, если там нету психического расстройства, потому что, ну, если человек говорит, я ничего не хочу, то это может быть, ну, звоночек какой-то. Если там все нормально с этим, и просто это вот внутренний саботаж такой пробуждается, и мы смотрим тогда на ту детскую часть, на того ребенка внутри нас, и спрашиваем, ну хорошо, малыш, не хочешь ты работать, я тебя понимаю, что ты хочешь. И мы работаем с тем, мы исследуем, что же она хочет. Может быть, она настолько долго задвигала эти потребности и никогда не была на самом деле ребенком, а была взрослым человеком и воспитывала своих братьев и сестер, допустим, да, как вариант. И сейчас она говорит, да надоело мне, хочу уже побыть маленькой. И мы даем время, пространство и возможность побыть экологично, допустимо, да, и вместе вот в этом поле терапевтическом мы даем выйти этому ребенку и рассказать, а чего он хочет. Потому что если есть «я не хочу», значит, на другом конце есть «я хочу». И нужно услышать, что там «я хочу». Когда это «я хочу» удовлетвориться, мы не знаем, сколько это и как это, да, но это когда-то процесс закончится. Это такое в поле терапевта, это бережное, теплое доращивание. Мы разрешаем быть таким, какой ты есть, ничего не хотеть. И дальше уже человек такой говорит, ну, а теперь я сам, да, этап 3 года. Вот. И ну, да, терапевт, опять же, в этом поле говорит, конечно, ты сам иди и делай. И дальше он поощряет, вместе вы идете, это такой долгий процесс терапии, когда терапевт участвует действительно в жизни клиента, радуется, переживает, потому что как бы кто ни говорил, что это, да, очень отстраненно, и мы наблюдатели, нет, мы всегда вместе сопереживаем. Мы не проваливаемся туда, но мы сопереживаем, идем вместе. И дальше человек уже говорит, а я хочу, а я могу. И идет и делает. Просыпается вот это «я уже хочу, я сам». И там уже не надо ничего заставлять, мотивировать. Там есть вера, а когда есть вера, абсолютно даже любые стратегии придумаются. 100%. Я вот здесь хочу поделиться сейчас, дорогие, своим опытом, и мы пойдем дальше к второй причине.
По поводу доращивания вот этих наших детских частей, что хочу сказать, как у меня это, например, было. Кажется, вот сейчас вроде сказали, да, просто послушай своего внутреннего ребенка, что он тебе там скажет, ну сделай ты, что это он там скажет, не знаю, у кого-то порисовать, у кого-то потанцевать, да, ну дай ты ему то, что он хочет, и вот, кажется, энергия появится. Но на своем опыте скажу, как это происходит, что ты слышишь этого внутреннего ребенка, он тебе что-то говорит, но когда нет человека, кто, терапевта, например, кто может помочь прожить этот процесс, то я про себя исключительно говорю, но знаю, что так у большинства работает. Я начинала этого ребенка задавливать. Не хотела я его слушать. Я его критиковала, потому что у меня есть другие части, которые тоже взяты, мы об этом поговорим, там, от родителей и так далее, которые я слышу, что мне говорит этот мой внутренний ребенок. Но я считаю, что его желания глупые, что они неценные, что они какие-то непродуктивные, ненужные, вообще это не то, и у меня нет денег, например, на удовлетворение этих желаний. В общем, тысяча причин, почему я не хочу слушать этот внутренний голос, и почему я хочу не удовлетворить эти желания, да, этого внутреннего ребенка, а наоборот их покритиковать, отодвинуть куда-то, выкинуть вообще, все мне это не надо, не нравится, неинтересно. И вот как я у себя наблюдала, то есть это такие автоматические реакции, особенно поначалу, когда еще нет длительного, да, опыта в терапии, что самому их очень трудно отследить. И как раз-таки терапевт помогает очень красиво и экологично сделать то, что мы пока сами сделать не можем. Потому что если бы мы сами могли, мы бы уже давно выслушали своего внутреннего ребенка, и не было бы у нас никакого саботажа, и куча денег было, и все было бы. А так как нет вот этих механизмов взаимодействия с самим собой, со своими разными внутренними частями, кого надо слышать, кого нужно пожалеть, кого нужно похвалить и так далее, то есть нет вот этого навыка. В основном то, что, с чем я сталкивалась и у себя в жизни, и у людей, с кем я работаю, это бесконечная самокритика. Это бесконечное гнобление себя за то, что я что-то не делаю, за то, что я что-то не могу, за то, что у меня чего-то нет, что-то не получается и так далее. Вместо поддержки самих себя мы привыкли себя только, ну-ка, давай, давай, почему нет, давай что-то исправим, быстрее, быстрее, быстрее. И вот в моем личном опыте терапевт помогает именно перестроить вот эти внутренние деструктивные, я их назову, паттерны, да, отношения к самому себе, чтобы потом уже из этого что-то можно было лепить. Вот это как у меня это было. Да, Лин, спасибо, что делишься. Это вот абсолютно стопроцентная история. Мы не слышим. То есть, когда только-только человек приходит в терапию, он даже не понимает, что где этот голосок, где это чувство, где оно спрятано, что это действительно там, где этот ребенок, а это ребенок, а что? И вот терапевт, он помогает, да, услышать, почувствовать, и потихонечку, потихонечку, да, ты начинаешь видеть, о, вот здесь вот, да, я чувствую вот это, а здесь я хочу вот это, а здесь вот этот какой-то голосочек. Все начинает вот по своим местам вставать, и знаешь, вот этот семя от плевел разделяется и оставляет то, что не Да, и нужно. вот, кстати, очень важный момент мне сейчас приходит в голову. Многие здесь ищут связь со своей душой. И я уже делилась этим в канале тоже, что лично мне связь с моей душой, с моим высшим я, помимо там, да, специальных практик, но даже иногда мне кажется, что больше, то есть я стала слышать свою душу, когда именно за счет терапии я разбиралась с этими внутренними частями, потому что пока у нас внутри хаос, и я не Мгм. понимаю, где какая часть, а вообще что за части, вообще-то я одна, какие части, что за шизофрения тут у вас, да? Когда нет понимания, как работает наш внутренний мир, наша психика, найти в этом хаосе свою душу, ну это вообще что-то из разряда фантастики. А Да, когда ты уже есть навык разбираться, что, ой, а у меня, оказывается, несколько частей, а оказывается, они хотят разного, а оказывается, у них разные таланты, а потом из этого всего увидеть себя как целостный дух, как уже действительно проявленное существо более высокого порядка, а не только психику. Это гораздо легче, когда есть навык вот в этой системе ориентироваться. да, и это за это я и люблю психологию, потому что ты действительно себя разделяешь, ты себя вот убираешь вот это все, да, и идешь вот к этому, вот, как говорят, да, к себе настоящему. Где-то настоящий, кто-то настоящий. Вот тоже 100% с тобой согласна. Именно психология мне дала и дает на это ответы.
Мгм. Ну, психологии тоже бывают разные. Я вот много встречаюсь с очень, ну, мне рассказывают люди, что бывают разные терапевты, да, но я подбираю лучших, поэтому я уверена в тех, с кем я работаю, поэтому вот кого могу, того рекомендую. Да, спасибо, Алина. Ну, тут, знаешь, мы притягиваемся, да, по своему уровню, по своим каким-то задачам, так что я вообще не переживаю по этому Слушай, поводу. кстати, Когда классный вопрос. Классный вопрос. Давайте секундочку и пойдем дальше. Очень важный да, момент. Вот раз мы затронули эту тему. Тоже часто мне люди задают вопрос, как же так среди обилия ужасных психологов, я всегда говорю, я ни одного ужасного психолога в своей жизни не встретила, все мои терапевты были просто самородки. Даже когда это был терапевт за 1000 рублей, мне безумно он помог. Но я сталкиваюсь с этими вопросами, что мгм, как же так среди такого обилия найти того, кто поможет. И что я отследила, вот ты меня поправь, если это не так, что если мы открыты внутренне, то есть, во-первых, как ты сказала, притянется абсолютно тот человек, кто может помочь, то есть мы выберем, да, мы в любом случае выбираем по своей травматике себе терапевта. да, И если мы открыты и готовы работать, любой терапевт, даже по чьим-то рамкам очень какой-то не такой, да, возможно, не с большим опытом, или, возможно, кто-то на чек смотрит, да, с невысоким чеком, ну, то есть разные да. критерии у всех свои. Даже любой психотерапевт с образованием, как минимум, да, поможет, если человек открыт к работе. Как ты вот на это смотришь? Я на это так и смотрю. Пока у человека закрытость вот эта есть, и он присматривается, не верит. То есть он, ну, знаешь, это я хочу, но бессознательно, там где-то глубоко, он может быть даже ресурсно не готов, потому что если он пойдет в эту терапию, его разорвет на мелкие клочья. Поэтому он идет, ну, как бы туда, где ему не помогут. И говорит, ну, я же говорил, да, то есть это такое убеждение, ищет свое подтверждение. И это тоже нормально, это тоже такие процессы, которые человек проходит. Он пойдет к одному плохому психологу, ко второму, к десятке психологов сходят, и они ему не помогут, он разочаруется, и только после этого разочарования, когда он действительно скажет, все, я сдаюсь, я хочу помощи, он к нему придет тот, кто ему поможет. И действительно ты сказала правильно, что помочь может даже продавец в магазине, да, просто спросив что-то, и какой-то, знаешь, вопрос поднять или, я не знаю, или сказать что-то. Вот, поэтому, если ты готова, все, я вот хочу, все, у тебя будет человек, он придет к тебе обязательно, 100%. 100% согласна, да. То есть это Да, я вот больше в ответ тем, кто вот задает эти вопросы, как же так найти идеального, вот эти поиски идеалов всегда, да, вдруг мне тут не помогут, а вдруг мне тут не помогут. По моему опыту, это просто, если ходить, вот опять же таки возвращаясь к итогу нашего первого пункта, да, что если взять ответственность и делать шаги к изменениям, ходить туда, куда есть возможность. Главное да, делать, делать, делать. делать. Нашел такого психолога, сходи к нему, и даже если он кажется, что он плохой, то это этап пути, который обязательно пройдет. И это лучше, чем не делать ничего. Потому что если не делать Да, ничего, как мы начали, точно ничего не изменится. А даже если условно ходить к плохому психологу, это какой-то определенный процесс созревания будет происходить. 100% у тебя будет опыт, да, и здесь вот многие боятся, психолог, он что-то со мной сделает, психика не даст никогда что-то с вами сделать. Она настолько, у нее столько защит, поэтому я не знаю, это что, ну, как бы, кому нужно пойти, чтобы человек тебе уж прям навредил. Но это надо поискать, наверное, действительно. Вот. Мы в Поэтому любом случае бояться, сами себе вредим больше, пока мы сидим в конечно, своих программах, и только каждый день свои программы усиливаем своими новыми убеждениями. да, Так, да, идем дальше. Вторая да. причина. Вторая причина трудностей в финансах. Ну, давай здесь вот объединим, наверное. Я себе выделила 2 пункта. Это страх денег и то, что за ними стоит, да, и саботаж. Вот давай объединим их, потому что это, в принципе, одно из другого вытекает. Очень часто, ну, я буду как вот рассказывать истории, да, как я вижу, работаю с клиентами. Это, то есть, вот, ну, частые такие истории. Это когда на самом деле такой огромный страх внутри, и он, главное, сидит в теле очень часто, да, не просто в голове, я там боюсь просчитаться, еще что-то, а он даже на каком-то
физическом уровне сидит, то есть мне страшно. И я вижу, уже человек не какая там не инфантильная позиция, а человек, в принципе-то, может и хочет, и огромный потенциал. И главное, знаешь что? Есть что дать, есть чем Мгм. поделиться, действительно. Ой, это Но там классика, это классика. да, но там, сидит страх быть отвергнутым за богатство. А меня вот, ну, собственно, все мои родственники вот такие, а я тут, здрасте, миллионы зарабатываю, да, ну как-то меня из стаи меня выгонят. То есть это такое, знаешь, какое-то генетическое чувство. Я буду выделяться, меня отвергнут, мне будут завидовать, например. Вот. И здесь, на самом деле, это такие очевидные причины, которые выявляются на терапии очень быстро, на самом деле. Мы их прорабатываем, мы говорим, идите сюда, дорогие программки, вот, на уровне ментальном прорабатываем, на уровне физическом, телесном, да, ну, там еще какие-то, может быть, родовые уровни есть, тоже посмотрим. И все, и человека, знаешь, как прорыв такой, как вот шлюзы открываются, и он идет и делает. Все. То есть здесь работа со страхом. И то же самое с саботажем. Вроде бы, знаешь, так интересно бывает. Я вроде, ну, клиент говорит, ну да, я вот начала, вот это делаю, все. И тут раз она то опоздала, то она деньги потеряла, то, значит, машина сломалась, то какие-то жулики украли. И она, ну как же так? Мы начинаем смотреть, что это она сама все себе, да, организовала. И таким образом саботирует. Потому Вот что есть смотри, вот. интересный Мгм, момент. Давай разберем. мгм, Постоянно встречаю, сколько бы я про это ни говорила в канале, я продолжаю встречать эти вопросы. Вот ты сказала, например, я боюсь быть отвергнутым за богатство. Меня условно выгонят. Прикол-то в том, что никто на осознанном вот так вот не сидит и не говорит, блин, боюсь быть богатым, потому что мои родители там или мой род что-то как-то меня не примет, или мои друзья. То есть вот эти программы, большинство, оно же сидит глубоко. Ты меня можешь спросить, я тебе никогда в жизни не отвечу, что, слушай, боюсь быть богатой. Или боюсь там что-то еще недавно я у себя прорабатывала по поводу популярности программы, но вот как бы я их нашла? То есть на осознанном хочу популярности, хочу тысячи просмотров, сотни тысяч просмотров и так далее. А начинаешь заходить внутрь в терапии, да. и ты видишь просто один, два, три такие глупые все, то есть где-то родовые, как ты сказала, да, что кого-то там закидали камнями, кого-то еще что-то, кого-то с законом были проблемы, когда человек был популярный. Я у себя, например, отследила программу, что в детстве я видела, это даже неправда была, это как-то вот в моей голове сложилось, что Диану Гурскую, может, кто-то знает певицу, в моем детстве она вроде как была очень популярна, что ее Мгм. якобы облили серной кислотой или что такое. Причем я начала, когда это смотреть в интернете, это вроде бы не было так. То есть это что-то просто у меня новости какие-то в голове у ребенка перемешались, и просто отложилось, что вот она популярная певица, и вот на нее совершилось покушение. То же И у самое я у тебя, у себя тебя доставала. склейка произошла. Склеечка. Конечно, 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 популярность опасна. Если я буду популярной, на меня будут покушаться. И то же Да. самое у меня было про каких-то известных там политиков, президентов, что ну вот кто у нас самые популярные личности? Президенты. На президентов Мгм. постоянно какие-то были всегда покушения, и вот это все. То есть у меня склейка проявилась вот это, что популярность– это опасность прям для жизни. Но, естественно, пока я не зашла в работу с этим, я никогда бы не подумала, что у меня есть какой-то страх популярности. То есть здесь то же самое с деньгами. То есть Да. осознанно люди сидят, и они не понимают, что у них такие программы. Они не хотят, даже не то, что не хотят, но их не видно. Их не Их не видно. Вот видно. как можно дать какую-то подсказку, может быть, людям, чтобы они поняли, что у них действительно что-то есть вот в этой теме, чтобы они Мгм. сейчас прям как-то задали себе какой-то вопрос и поняли, этот пункт вообще проник, вот этот страх богатства и саботажа через связку со страхом, или Мгм. это не их история? Ну, я, наверно, такую сейчас утопичную вещь скажу. Мне кажется, это есть у всех. Вот. Ну, наверное, нет у тех, кто действительно вот щас, зарабатывает деньги, он не парится об этом. У них это, наверное, как-то уже все проработано или вообще их это обошло, эти программы. Но у всех у нас, особенно у тех, кто этим задается вопросом, это есть.
Просто в той или иной степени у кого-то вот больше там ограничивающие убеждения, у кого-то вот эти страхи, потому что здесь же нужно, во-первых, нужно посмотреть, что было по роду. Например, когда ко мне в работу заходят и вопрос денег мы касаемся, то я прошу узнать, а что там было? Ну, если есть такая возможность. И порой мы узнаем страшные вещи, что там были убийства, что там умирали с голоду, что там, ну, вот что-то такое жуткое было. Ну, тогда у тебя больше этих программ будут, ну, потому что ты являешься продолжением этого, вот, Слушай, а у кого генетически. их не было? У кого их не было, наше поколение, у нас бабушки или прабабушки 100% пережили войну, Вторую Да, мировую. У кого этого не было? Может быть, действительно, кого-то это не коснулось, может быть, у нас тут много с других стран вообще людей, но если мы так широко смотрим, то у нас 2 поколения назад действительно был и голод, и блокады, и боевые действия да, на несколько лет. То есть это мировая была история. Найти человека, да. которого по бабушек и дедушек это никак не коснулось, но это прям уникальность. Да, абсолютно. Вот поэтому я и говорю, что это всех затронуло. Просто, например, в ближайшем там поколении это было в меньшей степени. Ну, знаешь, жили более богато, жили более бедно. И на кого-то это прям вот прямым образом повлияло, и он это прям программу вот проживает здесь сейчас. Кого-то чуть задело. То есть мы все вот разные, нужно тоже это учитывать. Вот, разный потенциал, разные возможности, разная среда, где мы родились, да, это же тоже очень важно. Да, мы пришли с одним, например, генетическим кодом, да, бедность, но среда позволила, да, его как-то вот, ну, не распаковать, а пережить, да, его трансформировать. Тоже интересный момент. Очень же часто одна семья, например, брат и сестра, или 2 сестры, или 2 брата в абсолютно одинаковой семье с одними родителями могут быть даже рождены в один год. Но у одного человека все прекрасно с деньгами, у другого человека нет. Как вот, что тут? Да, а это, так скажем, наборы вот ДНК. Кто-то взял бабушку, дедушку и там с одной линии, кто-то ну, я так это вижу, потому что, да, даже как мы на терапии там смеемся, ну, мы не знаем, какой прадед или прабабка придет из моего ребенка, да, вот кто там, Мгм. да, какие будут смешиваться истории. Поэтому здесь, да, мы смотрим, то есть, да, действительно могут быть, даже вот знаешь, как одинаково воспитывали, одинаково любили, но на терапию приходит одна, ну, то есть сестра, да, клиентки, она говорит, я обижаюсь, я помню вот это, мама, и она действительно помнит, и она это так ощущала, а ее сестра приходит, говорит, да нормально, все было нормально, мама нас любила, я вообще не помню, что... И у нее нет с этим проблемы. Та вот вся ранимая такая вот травмировалась, а другая, у нее вообще другие запросы, у нее нормально все было в детстве. То есть это, да, зависит от нашей психики, какие мы. Мы все разные, мы приходим уже, мы не пустые приходим, а уже с огромным набором. Просто что-то распаковывается, что-то лежит там внутри еще пока. Но в целом, я так всегда говорю, что внутри нас есть абсолютно все. Весь, то есть вот когда мы приходим на тренинг, на какой-то, например, по уверенности, да, мы не благодаря этому, на самом деле, тренингу уверенность-то получаем. Этот тренинг помогает достать из нас эту уверенность. И вот если этот тренинг хорош, как зеркало, он достанет. И ты, если готова, все. То есть не где-то там эта уверенность, она там у нас внутри, и нужно до нее добраться. Вот. Ну, это вот И как раз-таки про то, почему личная терапия, как для меня, да, работает гораздо лучше, чем, ну, по моему мнению, чем иногда тренинги, да, курсы и так далее. Потому что, как мы сказали, в одной семье с абсолютно одинаковыми родителями абсолютно разные истории. То есть кто-то на это обиделся, а кто-то не обиделся, кто-то травмировался, а кто-то не травмировался. Кто-то травмировался от такого поведения, а для другого человека это поведение было лучшим и идеальным. И то есть доставать мгм. в терапии, что не причину, да, там кого-то обвинить, что вот мама Да, была плохая или папа был плохой, а достать именно, что тебя-то конкретно обидело, что сейчас приводит к тому, что нет денег, например. То есть где твоя личная причина зарыта именно в да. тебе, что вот сейчас у тебя трудности с финансами.
Вот, 100%, именно так. Потому что человек может на себя принимать, вот поэтому, наверное, вот поэтому. Но нужно достать, что действительно там внутри, да, какие там заслонки, открыть эти заслонки, поизучать их, и все, и сразу станет намного легче, проще, яснее, понятнее. Да, и вот мы можем с тобой Да, перейти и вот эти сразу. страхи Мгм, тоже. мгм. Страхи про богатство, вот как я говорю, тоже кто знаком, может быть, с проработками подсознания, да, не хотят эти страхи быть убраны. То есть каждый страх, вот я говорю, который мы не видим, страх богатства, страх больших денег, страх популярности, всего, что связано с там, темой реализации, да и любыми другими, эти страхи, эти программы не хотят быть убраны. Это как условие этой игры, условие этой матрицы. И они пытаются защищаться любыми способами, какими могут. Для этого есть различные психологические защиты, из-за которых мы не можем сами увидеть. Можем, но это тоже очень трудный, тяжелый путь, длительный, и необходимо иметь уже наработки собственные в терапии или каких-то других практиках. Просто так вот так взять и увидеть, просто так мы все осознанно хотим быть богатыми, Да. красивыми и счастливыми. Но если этого нет, это 100% означает, что где-то мы просто не видим, какая именно у нас программа там сидит, какой именно страх, и помочь это увидеть всегда может другой человек только. Ну, то есть я говорю, либо бесконечно практиковать годами, и, безусловно, такой вариант тоже возможен, что и сами доходят до каких-то осознаний, но вот для меня всегда самый быстрый, самый легкий, приятный путь это был отзеркалиться от кого-то, тем более Да. от человека, кто с опытом в этой теме и знает вот так вот на 1, 2, 3 эти программы, и как они работают, и как они убираются. Раз, два, ты все понял про себя и пошел дальше, и уже не боишься. Да, Не либо боишься быть так, либо богатым. да-да-да, либо так, либо бывает очень тоже нередко, и я встречаю тоже и в своих кейсах такое, когда человек боялся программы, вот это все есть, окей, но приходит такая ситуация неожиданная, когда человек остается, например, один с детьми и без денег. Боишься, не боишься, ты идешь, ты зарабатываешь эти деньги. Все, никакие программы не работают. Или еще что-то, или какое-то вот, ну, в жизни что-то такое случается, что тебе необходимо это делать. И, ну, вот через такое тоже может быть, через какое-то резкое, да, жизненное обстоятельство. 100%. И я вот что замечала, опять же таки, на своем опыте и на опыте своих ребят, что у нас, у большинства людей, вот, ну, опять же таки, я вижу так, что те люди, кто задаются вопросом, что я хочу больших денег, 100%, просто 1000% в этих людях заложен потенциал на то, чтобы эти деньги иметь. Не задастся Да, вопросом человек, у которого нет потенциала и нет условно, сейчас скажу, предназначения эти деньги иметь. То есть если возникает внутри этот вопрос «я хочу», неважно что, какую-то сумму, какой-то отдых, какую-то машину, квартиру там и так далее, какое-то обучение и все такое, если это есть уже потенциальность реализации этого. И, то есть, наш мир, наша реальность, наш Бог, кому что, хочет, чтобы мы это сделали, хочет, чтобы мы это достигли, потому что все желания внутри нас — это желание Бога внутри нас, Бога, который мгм, играет через нас эту игру. И если мы не делаем ничего, чтобы этого достичь, а просто ждем, возвращаемся к нашему первому пункту, я хочу, но я жду, пока оно с неба мгм. свалится. Блин, как бы это ни было неприятно, но я просто, блин, 1000 раз проходила это и вижу постоянно, как это проходят мои ребята, что жизнь начинает тебя просто говорить, ну окей, ты не хочешь по-хорошему, ты не хочешь Да, над собой работать, ты не хочешь ничего делать, на тебя просто головой об да, какое-нибудь неприятное место. То есть, да. если есть эта потенциальность, если ты должен, если твое предназначение есть зарабатывать эти определенные деньги, ездить там на этих машинах, яхтах и у кого что, то есть у всех же разные желания возникают. Но если оно есть, ты должен туда идти. Если ты не будешь туда идти и как-то для этого развиваться, что-то делать, просто жизнь будет вталкивать в такие ситуации, где придется это делать не из расширения, да, и желания движения к большему, а из необходимости, что нужно закрыть какой-нибудь огромный чек на лечение какое-нибудь, или что-то починить, или что-то и так далее. Ну, то есть абсолютно неприятные истории. Но ты Да, научишься зарабатывать те же самые миллионы, но через вот такой путь. То есть один хрен мы туда придем,
Вопрос, что Мгм. либо через очень негативный путь, либо через Да. приятный, расширяющий и развивающий. Да, 100%. И это касается не только денег, это касается, например, тех же отношений. Вот человек сидит годами, его не устраивают отношения, его уже душа вся исплакалась. Она ему говорит: ну, пожалуйста, ну давай что-нибудь с этим сделаем. А человек сидит и такой уже смирился с этим, ну все же так живут, ну живем же полный холодильник. Ну и, в общем, себе вот эти оправдания постоянно говорит. Да ладно, как бы. И, ну, окей, тогда не слышишь, да, импульсы и зов, тогда сделаем чего-нибудь такое, да, и ситуации вот такие уже случаются не очень приятные, человек все равно в итоге разбирается с этими отношениями. То же самое с деньгами, да и вообще со всем. Вот. 100%, 100%. Поэтому мое личное решение, за которое я благодарна себе так, как не благодарна ни за что больше, это огромное количество лет назад пойти в регулярную терапию. Что у меня терапия? Это раз в неделю минимум, как чистить зубы, потому что я постоянно хочу расти. Это не переходит в какой-то там невротизм, а у меня, то есть я делаю перерывы иногда, но так как я Мгм. постоянно хочу расти, становиться лучше, достигать новых высот, а это инструмент, который мне в этом бесконечно помогает, я ни за что себе в жизни, ни за какие решения так не благодарна, как за это, потому что это постоянный, очень бережный и экологичный рост. С того момента, как я пошла в терапию, вот этот вот тотальный пипец, который у меня иногда происходил, он перестал происходить. То есть, да, что-то Мгм. происходит, конечно, есть какие-то трудности, преодоления, но вот как у меня было раньше, что что-то глобальное случается, из разряда дом сгорел, кто-то умер, там разбилось на байке, и вот это все, это просто исключилось из моей жизни абсолютно. Нет для этого Мгм. потребности, нет прецедентов, чтобы моя система Да. запрашивала какой-то лютый трэш, потому что я Мгм. еженедельно в чем-то в себе разбираюсь, где-то себя лучше узнаю, что-то корректирую и просто плавно двигаюсь к своим целям, новым желаниям и так далее. Да, и тут люди боятся потратить деньги на терапию, но не боятся потратить, да, жизнь, да, вот как бы впустую. И как я замечаю, это и по себе, и по всем своим клиентам, что да, ты тратишь деньги, ты вкладываешь деньги в терапию, а денег приходит больше, потому что потенциала становится больше. Конечно, Вот эта конечно. вот история классная, да, что ты не теряешь, ты наоборот Разблокируется вкладываешь. вся Да. энергия, то, что мы все сжимаем в себя, все это разблокируется, то есть мы по факту себя сами останавливаем, в деньгах в том Мгм. числе. То есть то, что даже пока что мы перечислили, наши страхи, наша инфантильная позиция и так далее, мы просто не даем себе своей же энергии проявляться. Мы Да. сами себя внутри зажимаем, и еще что-то пытаемся требовать. Когда мы себя просто отпускаем и даем себе спокойно, без тревоги, без напряжения, проявляться так, как это органично в данный период времени, энергия элементарно расслабляется, все начинает приходить, потому что ты двигаешься не из вот этого напряжения, боже, где же мне заработать эти там, Да. не знаю, деньги на то, чтобы выжить, а чуть-чуть это расслабляется, все, и энергетически люди начинают на тебя смотреть абсолютно по-другому. Ну, вот тот пример с моей клиенткой, первый пример, когда приводила, она пошла потанцевала, отпустила все, и буквально там ну, на следующий день у нее пошли заказы. Поэтому здесь вот, да, то, что было зажато и отпустила. Здесь вот прям простой пример такой наглядный, как это работает. Да, но это, видишь, нужно очень четко увидеть каждому свое. Это не подойдет, что все сейчас пойдут танцевать, пойдут потанцуют, и такие придут завтра: Мария, где мои деньги, да, условно. То есть это же про то, что вы в терапевтическом процессе увидели потребность ее внутреннего ребенка, настолько, которая соднила там давно, да, и что сделав это действие конкретное, у нее все расслабилось, и потекла энергия, потекли деньги и так далее. У каждого этот Да. процесс очень индивидуальный, и найти его, вот это вот филигранно, вот это труд. Да, еще в тот момент ей нужно было увидеть, потому что мы с ней работали очень долго по поводу как раз вот ее энергии. Она, ну, такая очень в напряжении, достигатор, и ей был наглядный пример. Когда ты в расслабленном состоянии, как текут деньги, и когда ты в напряженном. И вот после этого она, потому что она долго не могла понять, да что это за энергия, вот это все, мы с ней все работали вот больше, да, с головой, а тут мы такие нащупали, я говорю, ну хорошо, вот что тебя вот расслабит? Она говорит, потанцевать. Я говорю, все,
ты идешь вечером танцевать. Она такая, да, все. И ей было вот прям показано, смотри, как это работает. И она такая, вау, просто понимаешь, на следующий, там, то ли на следующий день, то ли через день, я уже не помню, ну, очень быстро. И она такая, как это работает? Я говорю, вот так, теперь э, получил этот опыт, вот, Да, молодец. это часто в терапии происходит именно когда ты в процессе в терапевтическом. Для тебя ты сам себе по факту, ну, реальность тебе показывает, смотри, вот ты это сделал, получи, вот ты это сделал, Мгм. получи. То есть, да, это со временем наблюдаю такое. По поводу расслабленности тоже хочу момент такой вставить 5 копеек, что для человека, я вот тоже пройдя этот опыт, для человека, который находится в регулярном напряжении, в перманентной тревоге и перманентном напряжении, вообще понять, что такое расслабиться, это тоже труд. И это получается не с первого раза, потому что я помню, наверное, первый год своей терапии, когда я не понимала, мне то же самое все говорили, что нужно расслабиться, что деньги начнут приходить тогда, когда ты будешь в расслабленном, спокойном женском состоянии. Мы все это слышим из каждого утюга, со Мгм. всех сайтов, тренингов, там, блогеров и так далее. Но прочувствовать, как это действительно расслабиться и увидеть эту связку, что когда я в напряжении, никакие деньги ко мне не могут прийти, и вообще в целом увидеть, что, ой, оказывается, всю свою жизнь я была в напряжении и тревоги, для этого тоже мне потребовался определенный путь. Но когда я этот путь прошла, конечно, это затмило все. Это небо и земля, но когда ты вот можешь быть Это небо и расслаблен, это земля. за это, мне кажется, это все отдашь, чтобы ты наконец-то вот вдохнула вот этот воздух и почувствовала его, и была вот в этом расслабленном состоянии. Это невероятно круто. Я тебя очень Да, понимаю. да, Да. да. И просто я понимаю вот людей, я говорю, я сама была такая же, и я понимаю сейчас, мне сейчас 27 лет, 25 минимум лет, ежедневно я была в такой дичайшей тревоге. И по поводу денег в Мгм. первую очередь. Как бы Мгм. я и где бы я ни работала, и что бы я ни делала, внутри меня, и сколько бы я ни зарабатывала, кстати, тоже абсолютно не зависела сумма, которую я получаю в месяц, никак не влияла на мою тревогу. Внутри меня всегда было мало, недостаточно, нужно больше, нужно что-то, боже мой. Вот эта вот внутренняя мешалка, да, умомешалка про то, Мгм. что все равно все плохо, как бы там ни было, что-то может случиться, что-то может не получиться, где же мне взять деньги, а если то, а если это, оно было перманентно. И, естественно, из такого состояния, которое, повторюсь, я не замечала, то есть я думала, у меня все нормально, Это ну, как бы, работаю и привыкаешь, работаю, но как ты бы. привыкла к этому состоянию уже. Мгм. И И я привыкла к нему с да, самого детства, как и да. многие, я думаю, кто нас смотрит. То есть у меня не было периода, что, ой, в какой-то момент я начала тревожиться. Я тревожилась и находилась в этом стрессе перманентном с самого детства. И поэтому не было Мгм. даже другой модели, что, ой, а вообще-то оно по-другому. И когда у человека с самого детства эта модель, что ты привык жить в этом кортизоле, в этом напряжении и так далее, то даже почувствовать и понять, что ты тревожишься, и ты напряжен, и, соответственно, поэтому тебе не идут деньги, это очень трудно. Я не представляю, как я бы это сделала без терапии. То есть увидеть, что, блин, я 26 лет, в 25 в напряжении. То есть для меня это было Мгм. шоком, когда я это увидела. Казалось, что все нормально. Только вот этот стоял постоянно вопрос, что ну как же так? Ну почему же так тяжело зарабатывать даже какие-то элементарные суммы? Мгм. Ну, ты вообще огромная умничка. Ты прям проделала такой путь большой. И получается, что ты, да, с деньгами мы работаем, но там за деньгами же была безопасность, получается, напряжение это от безопасности. И тогда мы Конечно. работаем с безопасностью. А деньги уже это уже вторичная история, первичная безопасность. Даже за деньгами бывает любовь стоит, Классный момент. безопасность, принятие. За деньгами стоит что-то. Мгм. Да. Класс. И когда вот у меня, например, получилось расслабиться, то вот для меня раньше это реально были пустые слова, но когда мне внутри стало хорошо, то даже с гораздо меньшими суммами, чем я когда-то зарабатывала или хотела зарабатывать, мне стало так внутри хорошо и спокойно. То есть это настолько Мгм. нелогичный процесс. То есть я могла зарабатывать когда-то больше, но при этом быть Мгм. в ужасном напряжении и страхе, и все меня не удовлетворяло, не устраивало. Естественно, вся моя тревога проецировалась еще на всех вокруг, на Мгм. всех вокруг и на все вокруг. А потом, казалось бы,
Моментами даже суммы могли становиться меньше, но мое состояние внутри, ну просто, ну вообще прекрасное. Да, класс. Мгм. Ну вот, нам в комментариях сейчас пишут, что да, у меня в роду моего дедушку и бабушки раскулачили, забрали земли, лошадей и коров, остались с 7 детьми, которых нужно кормить. Вот, но Ну я вот не чувствую по этому поводу никакого страха. Просто знаю, как информацию в нашей семье. Так оно так и работает, что оно у нас отложено. Мы не чувствуем по этому поводу ничего, кто-то даже и не знает, что такое было, но это продолжает на нас влиять. это влияет таким вот как бы фоновым, так вот веянием, да. Мы это, естественно, если бы это все было осознанно, ну, мы бы по-другому уже жили, да. Там, я не знаю, кто-то хочет миллионов, да пожалуйста, да. Вот. И тут просто понимаешь, в чем дело-то? Если вот мы опять еще глубже копнем, не всем они нужны. Опять же, за деньгами что-то стоит. Вот. Не нужны кому-то миллионы. Он просто себе это придумал для чего-то, чтобы его любили, девушки выбирали, допустим, или еще там какая-то история. А ему, например, и не нужно столько. Ему нужно вот его искренне, на данный момент искреннее желание поехать путешествовать по миру, исследовать что-то. И тогда ему, в принципе, не нужны миллионы, а определенное количество. И организовать так, чтобы он, например, мог работать или пассивный доход, или еще что-то, ну, короче, что-то, чтобы действительно вот потребность свою удовлетворить, а не навязанную историю в миллионы и яхты. Тут тоже мы это все разбираем на терапии, действительно. Да, Так, ну поехали, давай к следующим давай. причинам. Ну, мы с тобой много чего затронули, но давай еще вот такую очевидную историю посмотрим. Точнее, она и очевидная, и не очевидная в то же время. Родовые и исторические программы. Ну, исторические программы мы с тобой проговорили, а вот родовые, семейные, которые мы увидели, считали, поверили и приняли, мы можем об этом даже не помнить. Как вообще все это происходит? Вот ты маленький человечек, да, находишься в своей семье, там мама, папа, и каждый раз, например, ты видишь, как мама устает, как папа ругается по поводу, я не знаю, там связанных с деньгами что-то, да, как мама уходит понурая на работу, за столом они обсуждают что-то касаемо денег, что им не хватит вдруг, а как они на следующий месяц. Ну, это такие какие-то примеры, да. И даже бывает, мы с одной клиенткой выявили такую историю, что она говорит: я вспомнила, говорит, родители и гости, там был какой-то праздник, и все сидели за столом, то есть праздник, все за столом, и все чокаются, что-то это, а я бегаю, говорит, где-то там играюсь маленько, и я слышу такую фразу: да и нежели богатые, нечего начинать, и ха-ха-ха, и все смеются. А она что делает? Мы же, ну, дети, мы все моделируем и как губки впитываем. И она это приняла, да, и еще что-то, и мы стали раскручивать. И где-то она помнила вот свои восприятия, как она это вообще считывала, как норму. И все это мы с ней доставали. И вот здесь нужно понять, да, и как бы можно вспомнить, можно, естественно, не помнить, но опять же, что-то мы все равно как фон чувствуем, что мы взяли от родителей. Если даже мы ничего не помним, мы можем сейчас на своих родителей посмотреть, да, как они живут, что они говорят, какие нам наставления дают, как вообще у них какое отношение с деньгами. И мы можем тогда, если ничего не помним, мы можем хотя бы на основании вот сегодняшнего дня уже что-то про себя понять, как они живут. Здесь вот, знаешь, вот определенно тонкие моменты. Насколько я, когда плачу, какое у меня чувство. Вот очень много лет назад я работала, когда с этим, я отслеживала, что я когда отдаю какую-то, особенно крупную сумму, у меня как будто вот тут вот что-то такое происходило, я как будто от сердца отрывала. И вот сейчас уже и абсолютно это надо было столько пройти, вот как ты проходила, да, вот этот вот огромный пласт терапии, и я столько же проходила. И сейчас, вот, чтобы ты понимала, да, раньше было это от сердца оторвать, то сейчас это я даю, и я радуюсь, что я даю этому человеку, потому что я знаю, как это устроено, я знаю, что вот я отдала, и это же вернется ко мне чуть позже. И столько, сколько бы я ни отдала, это вернется, знаешь, вот как вот круговорот такой.
И когда мы зажимаем, нежели не было богато и нечего начинать, это вот дорого, это не мне, ля-ля-ля, вот это все такое, мы это зажимаем, так и нам ничего не придет. И я всегда отслеживаю этот момент, даже если я вижу что-то условно несправедливо дорого, там, я не знаю, вот я красилась за 10 тысяч, а тут что-то мне насчитали 12. Я отдаю с легкостью, говорю, да пусть ей будет этого блага, ее детям, ее вот. И правда это работает. То есть вот нужно это, вот, ну как маленький момент я показала именно с отдачей, а это во всем. Во всем. Боимся ли мы на себя тратить? И если да, очень часто бывает такое, ну я экономлю, то начинать раскачку, расширение, больше себе позволять. Ну хорошо, купи маленькую чашечку себе там за 500 рублей хотя бы, или еще там ну, что-то такое, и потихонечку, потихонечку, это вот уже практические шаги, мы таким образом перемоделируем себя. И вообще, в принципе, терапия, она тоже в том числе основана на новом моделировании, на новом, вот я говорю, например, клиентам, давай теперь вот отношения, везде смотри, моделируй, считывай, как ты хочешь. Она говорит, я никогда не замечала, я иду, и там пара, например, идет за ручку, я такая, хоп, я так же хочу. И я, говорит, это себе взяла. Потом, говорит, девушка зашла в ресторан, такая вся плавная, красивая. И я это, говорит, прям вот вцепилась в это, я это взяла себе, и я в следующий раз, говорит, захожу, и я неосознанно так же так иду, вот сажусь, красивенько, беру салфеточку. Мы сначала моделируем. И нужно вот как бы вспомнить, что мы там смоделировали в детстве, что мы взяли от мамы, от папы за истину, пропустили через себя и сказали, вот это так, мир такой. Вот, это прям очень важно. Посмотреть, да, что вообще мы делаем так же, как наши мама, папа или какой-то значимый взрослый. Например, я вспоминаю себя, что в каком-то стрессе или когда я неосознанно где-то куда-то улетела, я помню четко, что я, например, начинала резать капусту точно так же, как мама. Я, например, отвечала своим детям абсолютно точно те же фразы, как мама. Ну, это вот как тоже маленький пример. И так во всем. И потом я начала. Так, это сейчас вообще мама моя говорит? Это сейчас я... Это кто вообще? И что-то мне нравится, я оставляю, ради бога. А что-то мне мешает. И тогда мы вот снова разделяем и смотрим. Я не видела модели этой, как это тратить, наслаждаться деньгами, быть. Но я буду моделировать. Буду ходить, считывать, учиться, смотреть, пойду на терапию. И буду заново учиться, как это, Да, да. вот знаешь, мне прям хочется привести здесь пример. Это тоже из моей жизни, но я уверена, вот, дорогие, посмотрите, о чем и как вы общаетесь со своими даже элементарно друзьями. Потому что я вспоминаю там какое-то количество лет назад, мои разговоры с друзьями были вот реально как бабки на скамейке. Ой, дорого, капец, такси 300 рублей уже, а не 200. Ну, вот, то есть, вот реально вот Мгм. это вот вся повторение моделей, то, как, даже если не говорили, но то, как чувствовали наши родители. Потому что я, например, тоже у себя вспоминала в терапии такой момент, что в каких-то там 2000-х годах или что-то типа того был кризис, и просто моя мама как-то мне это проговорила, хотя нашу семью кризис никак не касался, наоборот, даже вроде мы были в хорошей позиции в этот момент, но она проговаривала это, и у нее чувствовалась вот эта тревога, что что-то вот в мире нестабильно. У меня это закрепилось. То есть какие-то такие мелкие нюансы. Папа мне там всю жизнь говорил, ну мы деньги не печатаем, но мы деньги не Мгм. печатаем. То есть что, соответственно, то есть деньги достаются нелегко. Раз мы их не печатаем, значит, тяжело их заработать. И то есть вот какие-то такие устойчивые фразы, все. И вот я прям вспоминаю, что в какой-то период своей жизни мои разговоры с друзьями моего возраста, блин, нам там по 20 лет было, но вот это были 20-летние бабки, которые вот это сигареты дорого, такси дорого, куда-то сходить, ой, это вообще капец, там, ну и так далее. И
постепенно перестраиваясь, то есть весь фокус, я про что хочу сказать, что фокус был на негативе. Как у Да. меня недостаточно, как у меня всего мало, как все дорого, вот они буржуи где-то живут, ах, они охренели и так далее. И только когда я начала это перестраивать, постепенно, оно ушло из жизни, что вот эти разговоры, да, бедные разговоры про то, как пожаловаться, о том, как все плохо, из-за того, что начала искать варианты, да, как я могу для себя сделать другую жизнь, и по чуть-чуть это делать, все развернулось вообще другим образом. И вот фокус на позитиве, как ты говоришь, вот у многих тоже замечаю, что смотрят на красивую, богатую женщину, например, какие там мысли внутри. Абсолютно не у всех Мгм. мысли, что, боже мой, какая классная красотка, тоже так хочу. Мгм. Половина людей Мгм. думает, вот, блин, проститутка, где у кого она там и Да. как заработала на эту машину или на сумку или на что-то там. Вот, да, разоделась. Ну, условно. Да, и если есть это, да, сразу вот все можно уже понимать, что здесь уже что-то есть, и с чем работать, да, потому что такого не бывает, что кто-то плохой, кто-то... Значит, как получается, богатые плохие, бедные хорошие. Удобная очень позиция, да? Ну, это такая оправдательная позиция. Ну, я же бедный, зато я хороший. Вот это тоже Хороший утопичная человек. история. Да, ну, бедный, хороший, честный, а они все вот эти вот, да, воры такие, сякие. И эта склейка тоже, и нужно ее расклеить, что богатые бывают и честные, и добрые, и всякие вот, всякие бывают, и бедные такие же всякие бывают. Вот. 100%. И вот, казалось бы, такая примитивная установка, да, а я прорабатывала ее у себя. Я прорабатывала прям конкретно, с этим работала. У меня была связка, что богатые — это злые, такие скряги, корги, какие-то вот жадные, Мгм. горделивые. Вот все они вот такие вот, а я такой быть не хочу, я хочу быть хорошим человеком, поэтому, да, зачем мне деньги? То есть вот, ну, Мгм. настолько оно все глупо, на осознанном Да, глупо. Но в глупо на подсознании осознанном. именно так. Да, именно так. И вот можно перейти тогда сразу вот еще пункт чувства вины за деньги. Да, вот то, что это тоже такое, как мы с тобой сказали, глупо, но оно действительно внутри, вот когда мы разбираемся, причем оно не очевидно снаружи, но внутри мы разбираемся и смотрим, да там же вина. Я буду, у других нет, а я что лучше? Или там, знаешь, ну вот они голодают, и это тоже такая неочевидная проблема, я бы даже сказала, которую человек не замечает. Но тут, как правило, не только вина за деньги, там вообще, в принципе, у человека очень много вот этой виновности или там страх перед родителями, да, они пахали, а я тут легко получаю, тоже какая-то виновность. Вот, и вот, то есть есть вот эти страхи, есть вина, есть даже какая-то, вот знаешь, бывает обида, что очень часто тоже приходят клиенты, говорят, вот у меня постоянная обида на начальника, что меня не оценили, меня недооценили. Это вот тоже все такие детские незрелые чувства, вина, страх, обида, которые живут в нас и управляют нами, но мы их не видим. Знаешь, как это подводные течения такие. Вот, так что вот такая вот история. Причем вот насчет чувства вины, я прям хочу, чтобы напишите, ощущаете ли вы, вот у нас в чате пишут, ощущаете ли вы когда-то чувство вины вот за деньги? Потому что это также есть у всех. Я просто вот хочу привести пример. Я в какой-то момент тоже с этим столкнулась, но очень быстро получилось проработать. Когда у вас, например, появляются деньги, гораздо больше, там, x3, x4, x5, x10 доход, а у вас есть, например, ваши лучшие друзья, с которыми вы 10, не знаю, кто-то 20 лет, или там ваша семья, да, ваш супруг или супруга, и вы понимаете, что люди эти, например, остаются на предыдущем уровне, и вы уже зарабатываете в 10 раз больше, но вы с ними 10 лет прожили, и Мгм. как-то и непонятно, что теперь делать. Потому что вот она, там Света, не знаю, сидит, моя лучшая подружка, и все там же, все на той же работе, и еще и, например, также жалуется, да, что у нее там происходит на ее работе. А я уже не хочу жаловаться, а у меня уже все хорошо. И уже как будто и поговорить не о чем, и уже как-то и вот непонятно как. И то есть и получается, что так как есть ценность человека, так как мы человека любим, дорожим им, в любом случае мы прошли с ним путь,
создается вот этот какой-то внутренний конфликт, что, блин, я с одной стороны его люблю, а с другой стороны, ну, а вот я уже по-другому хочу. И то есть оно может как и в процессе создаться, так и может заведомо создаться. То есть я не иду в свои большие деньги, Да. потому что моя психика понимает, что если я сейчас начну зарабатывать миллион, а моя подружка 30 тысяч до сих пор зарабатывает и так и будет зарабатывать, то как я буду себя с ней чувствовать? Я же так ее люблю, это моя любимая подруга. Или мой любимый там муж, парень, жена и так далее. И вот это И вот очень, чувство вины прям да. оно саднит, но его увидеть не так просто. Его не увидеть не так, его вообще невозможно самостоятельно увидеть, потому что это вторичная выгода, а вторичную выгоду мы не видим, она же вторичная, вот. И выгода в том, чтобы оставаться, например, с этим мужем, со своим любимым, потому что если, знаешь, это она где-то либо придумала, либо подсознательно это чувствует, что если она будет больше зарабатывать, будет, в общем, она пойдет вот туда вперед по лесенке вверх, а он не пойдет с ней, то они расстанутся. И она выбирает быть с ним, а не пойти в богатство. Вот. И здесь нужно понять, что может быть, вообще убрать эту склейку, что богатый сразу уйдет, да может и не уйдет, а будет наоборот все хорошо у них. Ну, то есть тоже разобраться. Или сделать выбор, ну, то есть здесь уже как там, у кого какая история. Но главное это увидеть, и тогда напряжения этого не будет, потому что она же все равно хочет. Она хочет и с мужем, она хочет и денег. Вот этот разрыв, внутриличностный конфликт. Да, и вот напряжение, еще раз мы уже его касались, просто сейчас хочу с такой стороны подсветить. Вот уже все пункты, которые мы разобрали, и сейчас еще будет столько же, все эти пункты в нас есть, и они рождают бесконечное напряжение. То есть даже мы, как раз-таки из-за того, что мы их не видим, они и рождают напряжение. То есть они никуда не деваются. Никуда не девается страх быть богатым из-за того, что кого-то раскулачили. Никуда не девается страх, что если я буду больше зарабатывать, муж мой там, придется от него уйти и так далее. То есть вот это все, оно никуда не девается, оно продолжает храниться в нас, потому что, возвращаемся, если не устраивает что-то в деньгах, точно есть что-то из вот этого, что мы перечисляем. То, что мы это не видим, никак не решает проблему, оно никуда не девается. И оно все сидит внутри нас и создает вот это дикое напряжение, которое выливается еще и в частый запрос людей, что у меня нет энергии. Нет у меня энергии, нет у меня сил, у меня вот хватает, дай бог, на мою работу, а что-то еще делать, у меня нет энергии. Так, конечно, блин, нет энергии, потому что вот это все, что мы перечисляем, оно где-то внутри зарыто. И даже, я вот тебе говорю, если не хочется на это смотреть, понятно, что не очень приятно, иногда болезненно на это все это смотреть, но от того, что мы это не видим, оно никуда не девается, и оно продолжает забирать энергию, продолжает создавать вот эти внутренние конфликты и не Мгм. давать проходить вот этим финансовым потоком, назовем это так. Да. А в любом случае оно все равно настигнет, кризис среднего возраста придет, ну и так далее, и оно все равно актуализируется. Никуда оно не денется. И в терапии я всегда говорю клиентам своим, что мы сначала идем в реальность и смотрим, как вообще дела обстоят. И она может быть не очень приятная. Ну а что делать? Без этого, без этой правды мы дальше не двинемся. Да, что-то вытеснять и так далее уже не получится. Мы сначала вот просто заходим в комнату и смотрим. Так, ого, какой завал. Все, увидели. Убегать уже все, назад смысла нет. Давай потихонечку теперь увидели, выдохнули и сказали, ну все, буду разбирать. Да? Вот это, кстати, Само тоже собой. момент, который я постоянно говорю людям, что, слушайте, дорогие, меня спрашивают тоже иногда, что ты вот с этими там психологами, там все. Я отвечаю так, дорогие, если у вас в жизни все чудесно, вас устраивает ваш доход, ваши отношения с мужчиной или женщиной, ваш досуг, ваше тело, ваша красота, ваше здоровье, Господи, вам не нужна терапия, наслаждайтесь жизнью, все у вас прекрасно, это абсолютно не обязательно. Но если у вас в какой-то сфере жизни есть вопрос, а еще, не дай бог, вопрос, который не решается 20, 30 или сколько-то там всю жизнь лет, и вы хотите что-то поменять, ну так, пожалуйста, меняйте, вот для вас есть все инструменты. Но если вас правда все устраивает и вам комфортно, и вы хотите дальше 10, 20 и 30 лет продолжать жить так же, кто-то прекрасно живет, почему нет? Продолжайте. Но если хотите расти или тем более что-то прям не устраивает, то, пожалуйста, терапия. Мгм. Терапия, еще раз терапия.
Да, это как вот зуб. Он вроде ноет, но пока можно походить. Но в любом случае придется когда-то идти. А если не пойдешь, то это уже крайний случай, его просто удалят. Ну что, продолжаем? У нас такой неочевидный пункт намечается, очень интересный. Готовы? Это Конечно. страх мечтать и хотеть большего. Просто вдумайтесь, хотеть большего. Да, такое подавленное желание, я лучше вообще не буду ничего хотеть, чем потом там разочаровываться. Здесь мы можем видеть, чувствовать, наблюдать зажатость в теле, как раз-таки вот эту огромную. Если с точки зрения энергетики, да, и психической энергии, то большое не помещается. Да, если мы представим, что внутри нас есть сосуд, вот это, да, проводимость, то там вот такой маленький сосуд, вот, и начинается все с того, что я хочу расширить этот сосуд, да, и здесь мы включаем вот и тело в том числе, да, и здесь расширяем, и здесь расширяем. Здесь очень важно понимать, что страх мечтать, то есть я хочу на самом деле. Страх – это вообще подсознательное желание. Где страшно, иди туда, где страшно. Там у тебя сила, потенциал и рост. И там заложена как раз-таки наша тень. И мы боимся очень мечтать, потому что нужно разобраться с этой тенью, разрешить себе хотеть и позволять, не знаю, любви, радости, денег, удовольствия, вот этого всего. Я вроде это хочу, а как-то я буду такая счастливая, радостная. Да и я даже в это и не верю, но я хочу этого. Вот этот страх мечтать, страх хотеть большего. Скажи, пожалуйста, по Это каким Мгм. причинам это происходит? Я поделюсь потом своим опытом, как я у себя это обнаружила. Скажи, какие причины, почему? Мы же в детстве столько всего хотим. В детстве это сплошное хочу, хочу, хочу эту игрушку, эту игрушку, эту игрушку. Куда она потом девается? Ну, вот ты ответила где-то уже на вопрос, что да, мы в детстве хотим, а потом нашу хочуху, а, всю ее перерезают, отрубают, заглушают разными способами, разными, не знаю, словами. Ну, например, то, что я помню из детства, из своего, я хочу, 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 а мне говорят, ну, губозакатывачную или как там, какую-то там машину. И нас очень часто, ну, наше поколение, да, я просто смотрю на своих детей, у них уже все по-другому. А уж дети там с 2000 года, это вообще другие дети. Ну, вот про себя могу сказать, мне 39 будет, и там хотеть нельзя, ну, да и нечего было. Вот что, да, я хочу, но это как бы реализовать мало было возможно. Да, там какой-то много игрушек, много моря или еще чего-то там. И поэтому в какой-то момент я, ну, например, про себя скажу, я вот это вот хочу уже из разряда стыдно. То есть очень много было вот этого чувства стыда. И все это ушло куда? В тень. То есть это все было заблокировано по итогу, потому что это нельзя, это стыдно, потому что желания разные бывают. Это грешно у кого-то, да, грех. Я, например, из религиозной семьи, да, православной, там много было греха, например. У кого-то еще какие-то идеалы, идеология, да, ну, то есть тут надо посмотреть, в какую сторону. И вот можно было то, что разрешено, то, что правильно, то, что полезно, и то, что будет удобно. Вот. И часто мы хотим то, что неудобно для других. Вот. И да, сейчас-то мы уже такие взрослые и свободные, но вот это то, что там было как бы спрятано в коробочку и сформирован стыд за эти желания, это все остается внутри. И здесь я очень люблю, конечно, работать с тенью, совсем вытесненным, совсем непроявленным, совсем стыдным, страшным, некрасивым. Все это там. И, как ты знаешь, и наверняка ты работала с тенью, когда с этой тенью соприкасаешься, когда ты ее сублимируешь и трансформируешь в силу, ну там поток у тебя, вот он просто льется. Это невероятный Вот это, ресурс. Да, это очень это ресурс. энергетически ресурсная часть, ну или даже части.
И вот здесь я прям чувствовала, что хочу зайти в эту тему тоже. Ты сказала про стыд, да, про разные желания, то, что я у себя отслеживала, что в целом, вот, дорогие, посмотрите, как много желаний, которые мы хотим. Я сейчас приведу примеры, вы поймете, о чем я говорю. Они табуированы. Элементарная тема, женщинам всем будет знакома, с едой. Я хочу там тортик, или я хочу что-нибудь такое вкусненькое, а это у нас что? Всю жизнь, сколько я себя помню, с 12 лет я сидела на диетах, и все мои подружки сидели на диетах, хотя девочки в 12, 13, 14 лет все выглядят прекрасно, естественно, но у всех в голове была вот эта история, что это нельзя, это нельзя, это нельзя. Например, то есть я пол своей жизни провела в различных диетах, какие-то для здоровья, какие-то для похудения, но один хрен — это запрет. Это запрет на то, что тебе нельзя есть вот это, или нельзя есть после 6, или нельзя вот это, нельзя то, нельзя 5, 10. Такой элементарный пример, как еда. То есть то, что мы делаем 2, 3, кто-то 4 раза в день, и каждый день, когда мы сталкиваемся с этим запретом и видим эти запреты вокруг, этот запрет отпечатывается, что мне нельзя, мне постоянно что-то нельзя. Если мы берем тему интимных отношений, то это вообще. Но здесь, я думаю, все согласятся, что все, что у нас происходит в обществе, только сейчас, потихоньку, как-то начинают эту тему обсуждать, появляется сексуальное образование и так далее. Как было раньше, ты говоришь, даже не в религиозных семьях, даже в абсолютно обычных семьях, большинство, подавляющее большинство, это тотальный запрет и накладывание страхов, что можно забеременеть, можно заразиться, можно еще что-нибудь, и вообще это стыдно, ужасно. И, то есть, конечно, родители хотят как лучше, потому что в основном это говорят детям, да, которые еще не созрели и так далее. Но то, как это откладывается, что кому-то вот в 10, 12, там, 13 лет это протранслировали родители, а кому-то еще раньше. Мне уже в 6 лет рассказали, как это все ужасно, и что нельзя этим всем заниматься, иначе просто кранты. И запрет на такую потребность тела, которая это наша тоже одна из базовых условно потребностей, просто крест. Просто крест. И тогда, когда А, начинаешь копать, там просто, там столько установок, что почему это нельзя, почему это грешно, стыдно, позорно, ну и так далее. И опасно. Так, у меня все заело. Почему у меня все заело? Так, я тебя не слышу. Не слышу. раз, раз, раз. Да, слышу. Все. Вот. Ага, что-то зависло, ну все, вроде развисло. Ага. Угу. Вот, и я говорила про вот эту либидозную энергию, жизненную энергию. Да, у нас вот есть вот это эрос и танатос, жизнь и смерть, вперед или назад. Вот. И, собственно, вот эти наши желания, импульсы. Так, меня нормально слышно? Да, да, все хорошо. Ага, ты просто у меня чуть зависла, картинка остановилась. Вот, ну Ну ладно. ничего. Да, Мгм. главное, что это меня слышно, чтобы не было зависания. И я говорила, да, про вот эту психическую жизненную силу, вот эту энергию, кто-то ее называет там сексуальная энергия, либидозная энергия. И если она открыто разблокирована, то вопрос с деньгами, он, ну, отпадает на самом деле. Понимаешь, что я имею в виду? Что когда мы боимся, стесняемся, стыдимся своих желаний, мы перекрываем вот эту ту самую либидозную живую энергию, силу, на которой делается все, из которой, благодаря которой мы пришли на этот свет, в этот мир. Да? Такая вот жизненная энергия. 100%. То есть это, грубо говоря, как тоже там в телесной терапии говорят, есть либидо и есть мартида. Мартида — это все, что ты стопоришь. Любое твое нет, любое твое нет не буду, нет не хочу, это идет
в блок куда-то, то есть это отсекается. Все, что ты себе позволяешь, оно раскачивается, раскачивается, энергии становится все больше, больше, больше и больше. Да. Именно так. Поэтому здесь вот нужно посмотреть. В принципе, да, вот бывает, у человека все в порядке, все есть, все достаточно, и даже какие-то сценарии уже проработали, да. И тут остается, да, разрешить быть плохой девочкой. Ну вот из разряда чего-то такого. Разрешить себе быть собой, проявлять то, что ты хочешь. И если это, ну, многие боятся этого, да, как-то я была всегда хорошей девочкой, делала то, что от меня требовалось, то, что другие хотели, ожидали, я это давала, а теперь я буду как бы прислушиваться к себе, к своим потребностям, к импульсам, к каким-то желаниям. И если это страшно, то как раз-таки в терапевтическом поле это намного сделать безопаснее и приятнее, экологично, да, для человека. Да, и ничего в этом страшного абсолютно нет. Наоборот, абсолютно другие люди, они еще больше будут вас любить, ценить, уважать, а те, кто отвернутся, ну, пора, значит, и Вот это хорошо. такой момент, я тоже поделюсь, как я это проходила. Это один из таких главных затыков было, поэтому я озвучу, я думаю, сейчас мысли всех, кто это смотрит. Как у меня это было, когда вот я тоже понимала, что вот это, перестать быть хорошей девочкой, надо быть плохой девочкой, условно сейчас, да? Но что рождается сразу? Во-первых, либо плохая девочка — это что? Это значит, я пойду сейчас тут направо-налево со всеми подряд, это я буду всем грубить, всех, не знаю, убивать и так далее, это я буду Мгм. плохим человеком, да? Это вот я не буду ничего ценить, и все, ну, и, соответственно, я вот прям вот такая буду. То есть это наш ум рисует, да, естественно, оно не так, но кажется, что вот все самое Мгм. ужасное будет происходить. И другое, это уже более глубокое идет, что, а как же это так? Хорошо, даже если я не буду такой ужасной и аморальной, если я просто начну говорить о том, что я хочу вот это, или я хочу вот так, или вот так, или вот это я не хочу вообще, то от меня же откажутся, меня же бросят. То есть это вот этот глубинный страх все равно остаться одной. Неважно, это касается работы, что от меня откажутся клиенты, например, если я подниму свой чек. Ну, классический Мгм. просто Да. запрос. Как же так? Ну, ко мне же никто не придет, если я подниму, ну как же это? Если я подниму, у людей же денег нет, и начинается вот это вот, кто же это? Или если я сейчас скажу тут своему партнеру, что мне вот это нравится, вот это не нравится, а я хочу вот так, ну все, ну мы же расстанемся теперь. Да. И то есть вот это все сразу подгружается, что я стану не нужна, меня будут не любить, я буду неинтересная, все, ну, в общем, все от меня откажутся, либо все откажутся, либо я просто буду ужасным, аморальным, худшим в мире человеком. И Мгм. то есть вот это такое искажение ума, с которым мы сталкиваемся сразу же, как только нам нужно действительно на действие проявить вот эту нехорошую девочку, а просто нормальную, сбалансированную для начала, да, и сразу же с этим сталкиваемся, и это очень трудно, это легко об этом говорить, но очень трудно в моменте действительно увидеть, что это просто страх, это просто ум накидывает вот эти картинки жуткие, что все, ты останешься одна, и никому больше не нужна, и вот это все, что это все бред, и вот как ты правильно сказала, что на самом деле люди начинают больше уважать, вообще люди начинают уважать только тогда, когда мы начинаем уважать сами себя и признавать свои потребности, желания, и вообще, кто я такая, что я хочу, или кто я такой. И Мгм. вот именно вот эту переступить, сделать шаг и получить вот это позитивное подкрепление, что вот я поступила впервые в жизни, как я хочу, или как там я не хочу, перестала поступать, и Мгм. все осталось нормально. И никто от меня Да. не ушел, и наоборот пришли, и все хорошо. И вот в терапевтическом процессе это действительно гораздо легче сделать, гораздо легче. Потому что терапевт помогает справиться с чувствами, которые поднимаются в этот момент. Вот оно, я понимаю уже, что я хочу сделать, но мне, блин, так страшно, потому что я думаю, что сейчас вот это все произойдет. Мгм. И как раз-таки терапевт помогает справиться с вот этими чувствами ложными, искаженными, которые ничего общего не имеют к реальности, но преодолеть их и сделать вот этот шаг очень Мгм. тяжело порой. И даже если это реально, ну, например, если человек начинает говорить «да», когда он хочет сказать «да», «нет», когда он хочет сказать «нет». И если люди привыкли, что тот человек, который всегда подстраивается и удобный, стал вдруг неудобный, да, то терапевт как раз-таки в этом моменте, потому что здесь сложно очень перестроиться, да,
и снова не скатиться туда. Он помогает, поддерживает пройти этот путь и выстоять вот это вот, да, вот эту свою позицию, вот эту новую грань, которую человек выстраивает. И это такое облегчение, да, вот клиента приходит рассказ, я наконец-то сказала то, что я хотела сказать, да, и действительно, да, кому-то это не понравилось, а кто-то, наоборот, меня зауважал и прислушался, потому что мы тянемся на самом деле к людям, которые сильные, которые имеют свою позицию, которые знают, чего они хотят, и которые устойчивые, да, вот. То есть не так, что, ну я вот как бы подстроюсь под вас, я боюсь, я хороший, я вот вообще не знаю, кто я и так далее. Нет, все тянутся вот как раз-таки, да, у кого здоровые границы, который не боится сказать, чего он хочет и как он хочет. Вот, все мы к И таким деньги в тянемся. том числе, и И деньги деньги в том тянутся. числе тянутся к таким людям, да, Да. которые знают, которые не боятся этих желаний. Да, просто у нас есть вот это вот, если человека очень долго запирали и а, его желание, и дали еще плюс там какой-то страх, то есть там такой минус, там такая тень, и там искаженное понятие, как это. И вот нужно эту картинку смоделировать по-другому, что это твои желания, это не что-то страшное, что, как ты сказала, да, я пойду сейчас направо-налево и пойду там что-то кому-то плохое делать. Мы это поизучаем в твоей голове, что ты хочешь сделать плохое, и каким-то образом это сублимируем, и ты сделаешь это. Но сделаешь так, чтобы тебе было хорошо от этого. И всем Вот. другим хорошо. То есть найдем Да, форму, в да. которой Как я это смогу проявить? реализовать свою потребность, да, не сделав плохого ни другим, ни себе, и чтобы все остались довольны. Да, да, абсолютно точно. То есть вот это как, да, это такие картинки, которые не имеют под собой никакого основания, которые просто сидят и пугают, и нужно посмотреть это под другим углом с помощью другого человека, потому что самостоятельно ты сидишь там же, где ты и там, где это все сформировалось. Нужно из этого выйти, чтобы это увидеть, что это иллюзия, и это только в твоей голове. 100%. И вот тоже такой момент мне пришел в голову по поводу внутренних конфликтов в целом, да, что когда у нас есть вот эти части, которые что-то хотят, даже чего-то там ужасного, как нам может казаться, они в любом случае есть. И они все Мгм. это время тянут нашу энергию, потому что ты не представляешь, какое количество людей ко мне приходит с запросом, что у меня нет энергии. У меня нет Мгм. энергии на действие, у меня нет энергии на работу, на творчество, ни на что, у меня нет энергии. Я еле выживаю, как-то делаю вот что-то. А по факту вот эти все внутренние истории, которые мы не хотим замечать, мы говорим, так, я хорошая, я нормальный человек, я все вот эти желания ужасные, мне это не надо, Мгм. это какие-то слишком богатые желания, это, ну, вообще-то зачем мне это, что я тут, я нормальная, я не жадная, например, да, я не Мгм. меркантильная, я там еще не какая-то, вот, не надо, нормально все. То есть мы это вытесняем, но так же, как и со всем остальным, эта часть никуда не девается, и она Мгм. продолжает тянуть эту энергию, даже если мы этого не видим, не замечаем. И каждый день в итоге мы просыпаемся, и чем дольше мы откладываем решение вот этих всех своих страхов, потребностей, желаний каких-то там, всего, что вот у нас в нашем внутреннем мире происходит, с каждым днем мы это откладываем, и оно все больше и больше и больше тянет энергию. Да, абсолютно точно. Вот этот конфликт, мы говорим, внутриличностный, когда хочу, могу, надо, оно там начинает на шпагах драться. Хочу одного, надо другое, а вообще я это не могу или могу. И, как правильно ты сказала, принятие. Сначала подсвечиваем реальностью, кто у нас, какие субличности там живут, даем им право говорить, заявлять о себе, знакомиться с ними. И дальше уже как-то, да, с ними взаимодействовать, начинать дружить. И порой это там занимает, на самом деле, не так много времени. Да, если человек готов к этому, он это все быстренько видит и идет дальше. То есть вот с этим, с субличностями работать вообще одно удовольствие. С травмами работать, ну, подольше, так скажем. Вот. Да, с субличностями, вот по моему опыту, ты на сессии на одной ее видишь, Да, а потом понимаешь ее наблюдаешь. потребности,
И все, тебе все понятно, тебе уже пропадает вот эта история, я не понимаю, что со мной происходит, почему мне Мгм. плохо, блин, почему я просыпаюсь и не хочу вставать, почему у меня нет энергии, почему перед каким-то действием у меня вот такая тонна саботажа, и я 500 часов сначала сижу в рилс перед тем, чтобы что-то сделать. Вот на эту Да, всю картину проливается да, свет, и да, ты понимаешь, что, это всего лишь вот эта часть не дает мне вот это делать, потому что она там хочет чего-то другого, или потому что она боится вот этого. И ты с этой частью спокойно на нее смотришь, ты уже разотождествился с ней, ты вышел из слияния с ней, соответственно, ты видишь эту картину, и ты уже можешь принять другое решение, а плюс еще с ней можно поговорить, вытащить, да, что она хочет, взять из нее ресурс. И это очень быстро, да. Это прям, ну, у меня обычно одна часть, одна сессия. И больше да. я с этим даже не сталкиваюсь. Я просто ее знаю, как с ней работать теперь, и все прекрасно. Мгм. Да, ты знаешь, как с ней поговорить, что ей дать, как бы, и все тут. Да, но здесь тоже не всем это понятно, не всегда, многие не чувствуют это, но это уже другая история. То есть, что Это за часть? Это насмотренность. да, Это исключительно наработки. Конечно, я тоже ничего не чувствовала. Конечно же, я тоже приходила в терапию с полным хаосом, что мне просто да. плохо, у меня ничего не Какие там получается. части, да, да, какие части, Какие вот чего ты, части, да, я говорю, да. какая шизофрения, какие части, что вообще за бред, да вот она, я тут одна, и у меня все плохо, ничего не получается. Вот все, что я могла сказать на своей Мгм. терапии. Первые какие-то, не знаю, первые мои сессии терапии это было сплошное нытье. И я проживала это тотально. Я приходила и выжимала из своего терапевта максимум, что я могла, что мне плохо, мне плохо, мне плохо. Мгм. Но со Мгм. временем наработки, и все, и получают вот та самая осознанность, да, про которую все говорят и не понимают, что это такое. Когда ты начинаешь действительно осознавать, что внутри тебя происходит, как вообще Да. выглядит твой внутренний мир, как минимум твоей психики, а потом ты начинаешь видеть, как это с энергетикой завязано, и, ну, там уже вообще красота. Да, и ты понимаешь, что вау, как интересно, я же влияю на это, на все. Это не просто я там ты понимаешь, что это бессознательно, ты спровоцировала то-то, отправила потенциал туда-то, там это все возросло как-то. То есть ты понимаешь, что это, ну, очень много, практически все зависит от тебя. 100%. Как люди к нам относятся. Да, То же самое. Почему одному человеку хотят платить деньги, хоть он даже не профессионал, вообще там только вчера зашел на рынок, стал работать, ему уже все просто на 3 месяца вперед записались. мгм, А тут с 10 образованиями человека, к нему вообще никто не записывается, например. То есть все вот эти, почему за одну девушку мужчины платят просто, даже они еще ни разу не встречались, а ей уже там 500 подарков отправили. Другая 50 лет в отношениях и ничего никогда в жизни не получила ни одного подарка там от мужа и доброго слова. То есть вот эти все нюансы начинаешь видеть, что почему это мгм. происходит. Что это действительно, как ты говоришь, ты создаешь все сам. И, Да. соответственно, ты сам это создаешь, ты можешь это сам тут же поменять, как только ты это осознал. Как только ты это увидел, да, все, это лучом внимания, как, знаешь, как осветилось, ну все, ты это увидела. Все, как бы. Да. Дальше уже техническая там работа, да, чтобы перестроить, перемоделировать и так далее. Главное, как полдела, это уже полпути увидеть. 100%. Хорошо. Так, что дальше у нас? Какие Пойдем что дальше. причины? Дальше у нас идет такое вот отсутствие целей, отсутствие какой-то ясности. Это очень важный момент, потому что мы порой сидим такие уже в рутине в своей и хотим просто вот чего-то, ну, денег, ну, первое, что мы хотим. Вот, наверное, было бы у меня вот 100 миллионов там или сколько-то, да, и была бы я нормально, счастливо бы жила бы. И тут сразу вопрос, а чего ты хочешь? Ну вот зачем тебе эти деньги? Чтобы что? И тогда вот мы можем столкнуться с тем, что а я не знаю, чего я хочу. Я не знаю, чего я хочу. Или я знаю, но это начинаешь спрашивать, а видишь, что это не то, что ты действительно хочешь, это какие-то навязанные стереотипы, желания вообще не твои. Человек это вообще не хочет, вот что-то так вот увидел это и захотел. И вот когда мы добираемся до своей ясной, мы видим впереди картинку. Это значит, мы видим впереди жизнь. Потому что когда нету цели, человек не хочет жить. Вот в чем дело. Опять же, возвращаемся. Эрос и Танатос. Жизнь и смерть. Когда нету
картинке, мы встаем, останавливаемся, и мы начинаем идти назад. Вот как раз-таки туда. Поэтому это мега важно знать, как ты хочешь жить в будущем. И есть, конечно, вот эти вот, да, там, коллажи, вот это все прекрасно, это все работает, но очень важно понимать, что это работает тогда, когда ты это изнутри чувствуешь. Вот я хочу там вот так вот, и это вот так вот должно вот здесь вот так вот вспыхивать. Это должно быть так, как будто ты уже сейчас это проживаешь, вот энергетически, состоянием. И тогда твое будущее определяет настоящее. И все. Если ты там хочешь яхту, допустим, да, эту яхту, и ты ее искренне хочешь, у тебя аж прям все клеточки внутри вибрируют. И тогда твое будущее начинает определять настоящее под эту картинку. Появляется человек, который тебе рассказывает про яхту. Потом у тебя случается какая-то случайность, и тебе предлагают какой-то контракт, и как раз хватает на эту яхту. Потом ты на регату куда-то едешь и влюбляешься в определенную яхту. Короче, в общем, вот так все подстраивается вот под эту картиночку. Поэтому, когда мы просто вот нужно понять, от чего я хочу, есть даже такое прекрасное в НЛП, ну и в коучинге там тоже есть, опиши последние свои 10 лет жизни. Очень крутая техника. Не вот просто как ты 10 лет будешь жить, а вот последние 10 лет. Это колоссальная разница, я буду, понимаешь, да, потому что там ты уже описываешь вот такое прям по-настоящему, а как ты хочешь последние 10 лет свои прожить. Вот. И тогда под эти 10 лет формируется твоя жизнь. Вот. Хорошо, вот смотри, такой вопрос. Тоже многие с этим сталкиваются. Если человек сейчас не понимает, что он хочет, у него действительно нет цели, как сделать вот то, что ты говоришь, чтобы оно изнутри родилось? Вот, ну, ничего не рождается. Да, Сижу да, и не понимаю. пустота. Мгм. Пустота, вообще непонимание. Но здесь первое нужно проанализировать. Я как клинический психолог всегда на это обращаю внимание. Нужно проанализировать, что с состоянием, с гормонами, потому что это вот знаешь, как температура. Когда у меня 40, я вроде и хочу в поход пойти, вот и искренне хочу, но у меня сил нету, да, у меня нет физических сил. А бывает такое с психическими силами, с энергетическим, да, состоянием. Анализировать. И как только здесь все корректируется, например, да, человек высыпаться начинает, в общем, с гормонами у него все в порядке, эмоциональный фон выровнялся, в общем, все спокойненько, хопа, у него сами по себе желание приходит. Не нужно ничего выдумывать. Чуть-чуть состояние свое измени, и желания все твои истинные сразу тебе откроются, у тебя пойдет вот это вот, да. Это первое. Если все условно, да, энергия есть, как бы никаких там нарушений психических, физических особо нет, то мы можем посмотреть в то, что человек потерялся. Потерялся среди картинок других. Ушел от себя. Например, выполнял какие-то сценарии родителей, рожал, я не знаю, выходил замуж, зарабатывал деньги. Ну, то есть вот такую социальную картинку себе создавал, а про себя забыл, что он хочет. И нужно тогда остаться наедине с собой, ну, в таком прямом и переносном смысле, убрать все абсолютно лишнее, и посмотреть, вот знаешь, как уйти в такую вот условно, не знаю, метафорично в медитацию, где ты сталкиваешься сам с собой. И у всех это будет разная медитация. Да, вот кто-то, я не знаю, уезжает куда-то в одиночестве, то есть ну, путешествие какое-то один, чтобы остаться с собой, понять, чего я хочу. Кто-то идет на терапию, да, и говорит, я не знаю, что я вообще потерялся, помогите мне найти себя. Вот. Я не знаю ничего. И я говорю, ну, замечательно, давай, пойдем искать. У тебя фонарик? Пошли. Вот. Ну, как-то так. То есть нужно прям вплоть до того, что убрать инстаграмы, убрать все-все-все, потому что это как, знаешь, как дроны взбивают. Бум, ты вроде импульс идет, а ты хоп, а там какая-то, я не знаю, картинка. Вау! А может, я тоже так хочу? Да и вот так, и вот так, и вот так хочу, а как я хочу? И вот это все убрать внешне и
Бывает такое, что человек не знает, чего он хочет, ему наоборот нужна насмотренность. Мгм. То есть, я тогда предлагаю: сходи туда-то, съезди туда-то, посмотри, что тебе откликается, что тебя зажигает. Сходи на мастер-класс один, сходи на мастер-класс другой, пообщайся с разными людьми, с новыми знакомыми, начни моделировать, начни смотреть и применять это на себя. И начни пробовать одно, другое, пятое, десятое. Обязательно найдешь то, что тебя зажжет. Всегда мы не знаем, чего мы хотим, это потому, что мы долго не слушали свой импульс, свой голос и ну, не Сто отвечали ему. процентов. Да. И вот Мгм. тоже поделюсь, как это было у меня. Я всегда очень много всего хотела внутри. Но вот у меня, ну, был момент, да, что запреты на желание, это 100%. Но вот хочу про то, что мы чуть перед этим говорили, про когда ты сказала про гормоны, про в целом состояние, да, психическое. Когда я осознала, уже делилась, да, сегодня, что я всю жизнь находилась в тотальном напряжении, просто в перманентном. А это у Мгм. нас что? Это повышенный кортизол. Когда есть повышенный кортизол, все остальные гормоны работают и продуцируются абсолютно неправильно и не гармонично. И, соответственно, весь гормональный фон, который то же самое либидо, только уже по физиологическим, да, параметрам, все непонятно как работает, наполовину выключено и так далее. И когда я начала выгружать из себя вот эти свои травмы, свой старый стресс, свое напряжение из тела, естественно, в терапии, да, когда каждую сессию ложечка за ложечкой ты убираешь один пласт, и чуть меньше начинаешь тревожиться в этом вопросе. Убираешь другой пласт, начинаешь видеть шире картину и перестаешь тревожиться в этом вопросе. И вот так потихоньку, я не могу даже сказать, что это очень много времени заняло, просто ну какой-то процесс, да, происходил. И Мгм. когда освободилось хотя бы тело, ну, естественно, психика, от вот этих вот напряжений, которые были, от вот этих внутренних конфликтов, которые мы уже 1000 раз разобрали, да, которые Мгм. каждый тянет энергию, и каждый выделяет кортизол. То есть как только мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, которая для нас сейчас вызывает напряжение, те же самые деньги. Хочу я зарабатывать, и как только я начинаю что-то пытаться делать в этой теме, мое тело начинает вырабатывать стресс, потому что там у меня внутренний конфликт на тему денег, там у меня страх на тему денег, там у меня какая-нибудь родовая программа, и как только я начинаю в сторону денег смотреть, у меня просто все активируется, вот это ежеминутно, immediately, как это сказать, мгновенно. И Мгм. все, и я уже вся в кортизоле, и о каком либидо может идти речь, о какой энергии может идти речь, я уже вся в напряжении. И вот Да. снимая вот эти все внутренние конфликты, опять же таки, убирая вот это перманентное напряжение, все выравнивалось. И как ты правильно сказала, желания начали появляться. Да, нужно слушать эти желания, задавать себе эти вопросы, а что я действительно хочу и так далее. Но когда вот это напряжение и основные Мгм. пласты каких-то травм сняты, то их легко услышать. Так же, как и услышать свою душу. То есть, про что я постоянно говорю, у нас много здесь зрителей, кто там на курсе по высшему я, да, занимается энергетикой. И мне приходят и говорят, блин, ну как мне услышать свое высшее я? А я говорю, а как ты его услышишь, если вот такое напряжение, вот такое вот все, ты не можешь услышать даже свою часть маленькую, которая что-то там от тебя просит, о каком высшем я речь. Но как только мы разгребаем вот это все напряжение, разгребаем все свои внутренние, даже не все, потихоньку внутренние конфликты начинают утихомириваться, мы начинаем и душу слышать, и части слышать, и себя слышать, и желания свои слышать, и появляются, соответственно, цели. Да, и вот это вот яснознание, это про то, что я ясно хочу, я ясно знаю. Не то, что это было как раньше, да, там 30 лет. Я делала то, что мне говорили, то, что как надо, как правильно, как полезно. А яснознание, но чтобы это было яснознание, мы должны прийти вот к себе. Кто такой я? Да, это тот, кто вот без этих программ. Вот. То есть это такая, конечно, матрешка вообще. Вот. Да, интересно. Да, очень интересно в этом разбираться, и когда ты уже стоишь на этом пути, вот тоже я всегда говорю, что, дорогие, тяжело начать, тяжело Да. сделать первый шаг, потому что там действительно такая куча, извините меня, за всю нашу Мгм. жизнь, еще плюс родовые всякие истории. Но когда ты уже пару шагов сделал, это все превращается в такой очень интересный
путешествие, потому что тебе понятен механизм, как это работает, тебе понятно, что нужно делать, и ты просто каждый раз сталкиваясь с каким-то новым уровнем в том же самом доходе, например, потому что нельзя один раз пройти терапию, и все, и ты теперь как ракета летишь до миллиардов, Мгм. триллионов. Каждый новый уровень в деньгах, какие-то новые проработки, какие-то новые осознания о себе, но оно уже не воспринимается так болезненно, оно не воспринимается как Да, какой-то кошмар. Ты просто видишь, о, новая задача. Окей, да, давайте да. решать, давайте смотреть. На каждом уровне абсолютно свои задачи, да. У меня вот клиентка, она уже ходит ко мне второй год, и буквально вчера вот мы с ней встречались, она говорит: "Да что ж такое-то? Вроде все, вот улучшение, все есть, мы все с тобой там". Она уже и замуж-то вышла, и на работе ее повысили. Ну, короче, вот в социальном плане там вообще просто скачок такой невероятно за 1,5 года. Она говорит: "Ну что, ну каждый раз мы с тобой что-то ну, каждый раз, ну, когда же это закончится? Я говорю: "Не торопись, не цепляйся за это желание, что что-то должно не беги от этого". Да, вот я объясняю, что терапия — это познание себя, ну, пожизненно. Мы будем всегда познавать себя и открывать новые глубинные какие-то в себе слои. Потому что когда ты уже все познал, ну, ты там просветлел, и тебе никакие уже желания не нужны на самом деле. Все. Пока тебе хочется жить, радоваться, наслаждаться, вот, хорошо бы дойти до уровня, вот, когда ты живешь, действительно наслаждаешься, благодаришь, а абсолютно, ну, какие-то события, они проходят так, что они тебя не разматывают. И это уже очень хороший уровень, что ты говоришь: да, это жизнь, да, это события, и у тебя отношение к этим событиям, оно вот такое спокойное, да. Ну, понятно, что есть вещи, когда мы не можем быть спокойны, это смерть или какие-то болезни, вот, но все, что там обычно, почему мы очень тревожимся, да, можем на самом деле поэтому абсолютно не тревожиться и быть в расслабленном состоянии. И вот в терапии мы идем хотя бы вот к этой норме, да. Но чтобы к ней прийти, надо действительно много чего порыть. Надо действительно, что, как ты сказала, выгребать ложечкой или ковшом. Вот. Это такое дело, что с одного какого-то там раза жизнь, ну, она изменится и после первого раза, но нужно углубляться. Я вот тут хочу сейчас коснуться темы, ты затронула про духовность. И вот два момента хочу сказать. Во-первых, любой настоящий духовный, даже просветленный, кого мы можем назвать, есть у нас такие уникумы, да, сейчас на планете, единицы, но есть любой мастер, действительно мастер духовный, вам скажет, что никогда до момента вашего ухода, в зависимости, может уйти в разной форме, но до момента ухода из этой реальности никогда у вас не закончатся ваши уроки, скажем так, проработки, какие-то истории. Любой стоящий мастер вам скажет так. Если вам мастер говорит, что ой, сейчас нужно 1, 2, 3 сделать, и вы будете просветленны, но у меня очень большие вопросы к этому мастеру. Великие учителя, с которыми я сталкивалась, каждый говорил, что вся жизнь на это, никогда это не Да, закончится, смирись, это духовный путь. И если ты имеешь силу сказать, что ты встаешь на духовный путь, а терапия это абсолютно точно духовный путь, так же, как она и вышла из духовных практик различных, то так ты имей силу сказать, что ты встал на духовный путь, тогда ты, это как путь воина, говорят, да. иди, и не надо ждать, что тут у тебя сейчас когда-то все раз и навсегда, это не про это. И вот второй момент, который хочу затронуть, буквально только что записывала вот голосовое, тоже там на мастер-майнде у нас. Очень часто я сталкиваюсь с такой историей, я сама в нее тоже попала, когда вот этой духовной крышечкой просветленной мы начинаем закрывать наши потребности, наши желания и наши чувства. Когда мы где-то услышали вполне дельный совет, что не нужно обижаться, не нужно злиться, например, да, нужно открывать сердце свое, Мгм. нужно всех любить там, и так далее, и нужно еще и плюс ко всему быть благодарным за то, что ты имеешь, да, и то есть очень хорошие, классные советы, ну, вот, от духовных учителей. Но когда мы накрываем просто этой крышкой духовной и подавляем все то, Мгм. что мы на самом деле чувствуем, все свои обиды, всю свою злость, всю свою боль бесконечную, которая у каждого есть, все свои Да. желания, и такие, ну, оп,
и как бы все, и ничего мне не надо, и я благодарен за то, что я имею, и вот я вроде ни на кого и не злюсь, а внутри все вот это продолжает копиться, и оно никуда не делось. Ни боль, ни ненависть, если она была, ни злость, ни желание. И вот оно просто все утрамбовалось, в лишний вес упаковалось, 50 Мгм. килограмм лишних там или у кого сколько. И вот мы сидим духовные, всех Мгм. любим, всех принимаем, всех уважаем. И то есть вот это очень момент такой, в который попадают очень многие практики, то есть особенно на начале пути, когда нет баланса вот этого. То есть совет это действительно дельные, правильно же? Ну, не злиться, ну, не то, Да, что не злиться, а ну, не идти там убивать кого-то, да, а контролировать. То есть, ну, и на нашу искаженную, уже на наше искаженное мировосприятие эти дельные советы воспринимаются искаженно. То есть я да. все подавлю, я все свои какашки в себе оставлю, просто листиком прикрою, что я теперь духовно просветленная, открыл сердце, ни на кого не злюсь, благодарен за то, что имею, и ничего мне не надо. Ой, ты знаешь, я вот, ну, вот раньше больше почему-то встречала, сейчас меньше мне как-то попадаются. А, Люди, которые действительно вот от боли, они куда-то уехали, например, там, я не знаю, на Бали, еще куда-то. И потому что ведь человек ищет что-то, и вот они находят именно этот путь. Сейчас, да, ну там, я не знаю, они пришли куда-то, практики, вот это все, и на какой-то момент действительно им это помогает. Вот как ты сказала, они прикрыли это крышечкой, и они даже чувствуют эту благостность, вот это какое-то, не знаю, вот что-то, вот они страдали, а тут они вроде как что-то почувствовали. Но это тоже все до поры до времени, оно обязательно выйдет. Это, знаешь, я называю так, демоны под юбкой сидят и ждут своего часа. И когда вот этот вот, да, сосуд будет переполнен, да, оно обязательно начнет вливаться, и события, ситуации, так или иначе, заставят человека пойти все-таки посмотреть, что там есть. Вот. Но на начальном этапе, да, это как люди убегают в церковь и становятся фанатиками. Это я говорю, вот раньше у меня почему-то очень много было таких и клиентов, и вот как-то вот училась я, когда, да, там тоже были такие, знаешь, вроде пришли учиться на психолога, а сами с таким вот каким-то зашоренным сознанием, ну, я думаю, что, может быть, они уже проработали себя, вот, ну, то есть там как будто бы нет этой вот прозрачности, а есть вот какая-то вуаль, да, который, и ты вот это чувствуешь, даже общаясь с человеком, что он какими-то фразами общается, что он как-то обобщает что-то. Вот знаешь, такой какой даже взгляд, может быть, у человека какой-то немножечко как в пустоту, как какой вот расфокусированный, он какой-то немножечко вот куда-то улетел, он незаземленный. Вот это тоже такой этап. Вот, и мне нравится, когда вот соединяешь вот и духовность, и материю, и любишь, и мать, землю свою, да, родную, и вот, да, дух, все это соединяется, и все здесь дает тебе силы и радости выживать каждый день и действительно благодарить за то, что у тебя есть. Искренне и Искренне, да, честно. да. И вот тут того же такой побочный эффект, я бы сказала, терапии, который я у себя отследила, когда ты начинаешь в своей системе разбираться, признаешь свои чувства, признаешь свою темную сторону, видишь свои вот эти какашки все какие-то или не Мгм. какашки, все видишь, ты начинаешь автоматически это видеть в других. И невозможно уже обмануться, когда ты смотришь на какого-нибудь просветленного мастера на Ютубе, да, который тебе говорит всех принять, всех простить, Мгм. а ты чувствуешь своим телом и своей энергетикой, боже, какой у него там дикий подавленный гнев, сколько у него там подавленной сексуальности или каких-то еще других аспектов, Да. и ты такой, спасибо, благодарю, я пойду в другое место. То есть вот это тоже вопрос про выбор психотерапевта в себе, про выбор себе учителей, мастеров, про выбор себе партнеров в бизнес, в отношения и так далее, настолько после терапии ты начинаешь ощущать вот эти все Мгм. истории, потому что ты себя чувствуешь. И ты Да. чувствуешь это в других. И, соответственно, обмануться, когда тебе кто-то затирает какую-то очень умную концепцию, потому что он где-то вчера ее в книжке прочитал, Да. уже не получается. Ты видишь это все как просто вот, ну, хорошо, я тебя понял, пойду по своим делам дальше. Да, и это действительно
действительно так, потому что, да даже если ты не особо там в психологии как-то, ну, мы все интуитивно чувствуем. Вот мне большой комплимент делают мои клиенты, они говорят: Мария, вы действительно тот человек, ну вот когда смотришь на вас, даже вот в Телеграме, верится, что вы так живете. И это правда так. Я не То есть у меня нет такого, я здесь улыбнулась, я счастлива, день встретила, я такая. У меня правда так. И я к этому очень долго, вот прям очень долго шла. Я могу сказать, я не так давно стала, вот правда, с утра и до вечера быть вот в таком счастливом, нормальном, это перманентно мое состояние, да, ровное, без вот этих вот, да, каких-то эйфорийных состояний, ровное состояние. И это работа, правда. И я транслирую то, вот как я действительно живу, и это считывают. Вот. И мы это можем считывать тоже с вами и всегда считываем, потому что даже как бы человек красиво не говорил, ты это, ну, что-то не то. А бывает, что человек, да не особо красиво говорит и вообще, и ругается матом, и вообще он какой-то неправильный. Но он такой настоящий, он такой классный, и хочется вот с ним общаться и быть тоже собой рядом с ним. Вот, поэтому такая история. Чудесно. Поехали дальше. Поехали. Причины в Вот, деньгах. да, вот как очень хорошая причина, мы уже ее затрагивали отчасти, про неуверенность, да, вот эта самоценность. Это не принять себя и своей ценности. Да, вот своя ценность, да, как я себя ощущаю. Если у меня вот это вот, м, присвоила ли я себе, например, звание психолога, или я сомневаюсь до сих пор, и у меня нет этого признания, прежде всего, самой себе. Вот я как это, да? Есть вот эта вот склейка «я специалист» или я все равно еще какой-то самозванец. И деньги не придут к самозванцу, деньги не придут к неуверенному человеку. И специалист может быть действительно хороший, но чуть неуверенный. И это тоже считывается. И поэтому здесь обязательно нужно работать со своей вот этой ценностью, со своим страхом недостаточности, со своим страхом, а вдруг кому-то не понравлюсь я, а вдруг это кому-то будет вот не так, не то. То есть стыд за свою вот эту самопрезентацию. Да, у меня, кстати, был такой тоже момент, но это было очень давно, когда я только начинала. Реально было стыдно вот это самопрезентация. Ну как это вот я буду? Ну а как по-другому? Нужно заявлять о себе. Вот. И поэтому тоже долго работа была про то, чтобы заявить о себе. А чтобы заявить о себе, нужно внутри признать свою ценность. И давай сразу проговорим, как это сделать. Ну как вот признать, понять. Я расскажу, я всегда люблю свои примеры, потому что это не откуда с потолка взято, а пройдено, прожито на опыте вот этим телом, да, и вот этой головой. Я это делала так. То есть мне, например, нужно было сколько? Вот чтобы вот я поняла, что я специалист хороший. 1000 часов. Окей, я нашла то дело, где я, ну, то есть я устроилась в телемедицину, и там у меня было по 6, даже было 8 клиентов в день. В общем, я очень быстро наработала себе 1000 часов. Галочку себе сделала, и уже такая, плечики, ох, ну все, так. А потом так интересно было, что я, когда уволилась уже, я не знала, ну, что клиенты, там, пациенты, какую обратную связь дают. То есть они со мной напрямую не общаются, только через вот как бы, через там определенный сервис. И мне выписку присылают на связи, и там 2 листа благодарности мне. Я год об этом не знала. И я просто сижу, и я думаю, ну что тебе еще-то надо, ты посмотри. Ну там один был отзыв, что, мол, я не дозвонилась, плохая связь. Это не с моей работой связано, это вот что-то со связью. И я такая, вот это да, 2 листа положительных отзывов. 1000 часов терапии. И вот так вот шаг за шагом. Потом там брала консультации за обратную связь, за отзыв, чтобы люди мне конкретно написали, что им понравилось, что не понравилось. Ну, вот таким образом я как-то поняла, что через обратную связь, что я ценный специалист. Плюс, конечно же, учеба.
Вот. Вот смотри, вот мне это мы говорим сейчас, обсуждаем с точки зрения действительно реальных действий. Но бывает такое, что у людей и отзывы, и все их благодарят, и все хорошо, а все равно внутри вот это вот ощущение недостаточности и самоценность не на те отзывы, да? То Мгм. есть как именно в терапии мы работаем с самоценностью, за счет чего после прохождения терапии, за счет каких шагов Мгм. появляется вот это именно внутреннее, независимо от отзывов, отзывы, не отзывы, действия, не действия, именно внутреннее состояние, что я достойна такой жизни, я Мгм. достойна таких денег, таких клиентов, такой работы и так далее. Да, вот здесь, если мы сделали все внешние шаги, да, и все равно, потому что порой действительно нужно вот извне нам подтверждение, что мы классные, мы ценные, мы в это верим, мы это подтверждаем, и этого достаточно. Но если как бы вы все это сделали, вы знаете, даже вы что, вот, например, вы ценный специалист, но все равно внутри вот эта история, я все равно боюсь, еще что-то, то тут нужно пойти глубже и перепрошить опыт с первым пониманием и знанием о себе, кто ты есть. То есть вот как тебе сказали, мы же как вот моделируем опять. Маленький ребеночек, он не знает про себя ничего. И ему говорят, ты Машенька, ты Маша, Маша, красивая, Маша. И через какой-то там 100-й, 500-й раз ребенок говорит, я Маша, я красивая. Все, и вот потихонечку формируется вот это вот я, вот кто я есть. И вот это корень. Почему говорят, психика формируется до 5-7 лет? Ну, я даже думаю, сейчас она формируется до 3 вообще. Сейчас такие дети очень прогрессивные. Но если берем классическую психологию, фундамент психики – это до 5 лет. Все. Вот все туда уже заложили. И самоценность, и кто ты есть, и как ты, чего ты можешь, чего ты хочешь, потому что там кризисы все ребенок проходит как раз-таки до 5 лет, ну там 5-7. И тогда нужно пойти туда и посмотреть. Если там вопрос ценности, какая я женщина, то, понятно, просмотреть вот этот вопрос про свое вот это вот ощущение, как я ощущаю, как я проживаю, как ко мне, да, ну, первое это перепрожить опыт понимания там и тогда, какая ты изначально, и потом идти уже, если это женская история, то в познавание своей женщины. Если это специалист, то в познавание, какой я специалист, что тебе не хватает. Ну, еще что там может быть, да? Вот, то есть это всегда углубление в корне, кто я есть. Убрать, потому что ведь нет этой ценности. Нет ценности у кого? У персонажа какого-то. Ну, я в это. И если я в это поверила, значит, я буду так себя чувствовать. Если мне не хватает внешних скиллов, я их буду нарабатывать. Вот и все. Ну, то есть тоже вот за счет чего, я вот просто вспоминаю тоже, с чем я работала. Вот ты говоришь, говорят, да, вот там Машенька, хорошенькая, а когда в один день Машеньке сказали, ну ты, блин, сломала что-нибудь, ну капец ты там, Мгм. не знаю, такая, сякая, 1, 2, 3, 4, 5. Или что-то не получилось, или, то есть, опять же таки, не со зла, да, но могли же родители что-то проговорить там в сердцах, там еще что-то, а кого-то наказывали вообще жестоко, кого-то, ну, так даже ставят Мгм. ребенка в угол и проговаривают ему там, вот ты там такой, 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 так-то, не так-то сделал. И это же тоже все закрепляется, что вот я такой-то, такой-то, не такой-то, вот со мной что-то, окей. С тобой все Вот, нормально, аж даже салюты пошли. да, да. То есть вот это все закрепляется, плюс закрепляется то, как родители, вот ты затронула, да, момент про какая я женщина. Мы же считываем, как наша мама себя воспринимает, Да, как наша мама моделирование. думает о том, какая она женщина. А там тоже, опять же таки, вспоминаем, какие у нас были предыдущие поколения, где тоже все нельзя, все стыдно, все страшно, все еще Мгм. как-то. И с этим и никакой терапии даже в помине не было. И, соответственно, тоже человек со всеми этими внутренними конфликтами, со всем этим табуированным, и вот у нас такие родители. И мы все это считываем и перенимаем на себя. Если моя мама не любит свое тело, я тоже не люблю свое тело. Если Сто моя мама не процентов. считает себя красивой, я тоже не считаю себя красивой. Конечно, но здесь очень это важно, что
то, что дали родители. Они могут тебя перманентно ругать там за что-то, но базу они тебе дают какая-то, ты все-таки ценная для них ребенок. Ты либо ценный, либо не ценный. И, естественно, родитель может дать только две вещи. Первое – это любовь. Все, вот любовь, именно любовь, в таком прямом классическом понимании, когда тебя любят, принимают. И второе – это эффективная стратегия жизни. Но чтобы дать эффективную стратегию жизни, мы должны сами ей обладать, как родители. Если мы не обладаем эффективной стратегией, мы даем неэффективную стратегию. Все. Если, конечно, мы сейчас углубимся туда дальше, что, например, бывает такое, что вроде ребенка любили, и ценность в нем поддерживали, и любовь давали, но можно рассмотреть какие-то, да, там, родовые истории. Ну, как правило, вот этого достаточно перемоделировать детство. Этого достаточно, и вот наверняка ты встречала, зрители наши будут смотреть тоже, вспомни такие истории. Бывает, это в школе у меня было, я вспоминаю девочку у нас, она такая была пухленькая, ну, такая, какой-то носик у нее курносенький, ну, то есть по меркам, как бы, да, сидеть красивой, ну, как бы, она была не самая, да, там, такая, да, симпатичная девушка, были намного, как бы, такие модельной внешности, как говорится, но она так себя чувствовала классно, у нее никаких комплексов не было, и более того, у нее постоянно были какие-то мальчики, которые то портфель, вот я помню, носили, то они куда-то там ходили, ей пирожки покупали, а девочка, которая вся вот такая в бантиках, все, ее дразнили, и с ней вот как-то, поэтому и вспоминая, я с ней дружила, ходила к ней домой, и я вспоминаю ее родителей. Во-первых, они были у нее жутко позитивные. Это просто постоянно какие-то шутки. Они какие-то были вот мега. Я прям постоянно, когда приходила, мне так нравилось из-за того, что там постоянно какая-то радость была. Это вот радость, шутки, и они никогда, вот насколько я помню, мы с ней достаточно, наверное, года 3, вот когда я училась в Ульяновске, это 3 года было, мы 3 года с ней общались. И там постоянно была какая-то поддержка ее во всем. Вот эта ценность ее. Поэтому это вот, ну, это без этого никуда не денешься. И если к тебе постоянно применяли метод красной ручки и подчеркивали только, как все плохо, у тебя такая ценность будет. Да, самооценка – это такая штука, она вообще как она должна? Она не может быть постоянно вот такая вот, да, вот на вершине. Самооценка, она в принципе у нас должна быть как подушечка. Что-то случилось? Да, немножечко мне плохо, я сомневалась в себе, но в здоровом варианте она как подушечка, да, снова приобрела форму. Вот, то есть, да, и вот эта здоровая форма, она как раз-таки берет фундамент из здорового детства. Да, и то есть вот тоже, например, ты затронула про шутки, например, в семье. Шутки тоже бывают разные. Если в семье шутки, как у нас сейчас модно сказать, токсичные, да, условно, когда родители высмеивают там твои недостатки, недостатки другого родителя, может быть, братьев, сестер, это же тоже все подсознательно записывается. Тоже сколько у нас семей, да, кто в разводе, кто пил, кто бил. Вот эти все истории, настолько это сильно отпечатывается на том, как я действительно себя ощущаю. Что куча людей, вот я просто, ну, подавляющее большинство, у кого родители были в разводе, 90% это подумали про то, что там папа, например, ушел из-за меня. Папа меня не любит, и папа меня там еще что-то. То есть вот эти все истории, соответственно, я что? Я неценная, я плохая, я никому не нужная. Да, да, это тоже частая история, когда ребенок неосознанно берет на себя вину, да, за уход или за ссоры, или ребенок хочет спасти, там это тоже такие вот моменты, которые нужно учитывать и смотреть только в терапии. Да, и, соответственно, какие деньги, когда вот оно там в Да. корневом лежит, что вообще-то из-за меня мои родители поссорились. Соответственно, это я какой ужасный человек, какие мне могут быть деньги, если я вообще во всем виноват. Ну, условно, это Да. сейчас так образно, но тем не Да, да, менее. да, да. И у меня вот клиенты часто жалуются, как бы не знают, что с этим делать. Они настолько чувствуют вот эту ничтожность свою, по разным причинам. Ну, вот мы с тобой какие-то очевидные сейчас проговорили, а бывают еще всякие разные. И они начинают, да, себя отравлять. Они себя прям начинают уничтожать. И не знают, что с этим делать, потому что
но только так им как будто бы полегче. Или в зависимость уходят. Да, это же тоже себя как бы ты начинаешь разрушать вот через зависимости. То есть это уже такая вот форма, которую нужно лечить. Мгм. Так, едем Вот. дальше. Едем Какие еще у дальше. нас Ну, мы с причины? тобой, в Да. принципе, все проговорили. Можно еще вот затронуть тему, тоже такое бывает, ну, достаточно редко, может быть, не редко, но у меня редко попадаются клиенты с такими сценариями. Это сценарий денег за боль, деньги за боль. Ну, например, Мгм. вот когда какой-то трэш, тогда я пойду и буду зарабатывать, я не знаю, там, а, ну, например, что там может быть? Бизнес, да? Раз вот, вроде был нормальный стабильный бизнес, да, я вроде хочу больше, но я ничего для этого не делаю. Как только я понимаю, что у меня там долги в столько-то миллионов или вообще Мгм. крах, все, у меня резервы все активизируются, у меня мозг начинает очень продуктивно и хорошо работать, придумывает мне миллион вариантов, и все у меня идет в гору. Ну зачем-то мне нужно довести себя вот до края, да, чтобы потом пойти и заработать, потому что мне надо зарабатывать. Например, у меня семья и 5 детей, или у меня тот же бизнес и эти сотрудники, которым нужно платить через месяц зарплату. Вот, и тогда психика мобилизируется и, собственно, идет зарабатывать. Вот тоже такое Ну, через вот это страдания. чисто моя история прям была. Я ее называла «развитие из пиздеца». Я не могла иначе М, развиваться. И это прям долгое время у меня такое было. У меня было как? Вот у меня есть мои потребности базовые, там, например, жилье, да, еда, и причем мой уровень жилья мог увеличиваться, то есть жила я там в России, переехала на Бали, мне нужно снимать виллу, это другие деньги, тоже там все дороже, рестораны дороже. И вот, но мой, это все равно уровень выживания, условно, что я там себе оплачиваю эту виллу, я себе оплачиваю эту еду. То есть оно вроде дороже, то есть повышается, сама сумма повышается, но сценарий оставался, что если я не заработаю, я умру. Ну, очень образно. То есть мгм, я не могу выжить. мгм, И постоянно доводилось до того, что мне, чтобы зарабатывать больше, мне нужно вот ощущать вот это, что вот все, мне нечем платить за мое жилье, условно. Мне нечем мгм. платить за то, за пятое, за десятое, и мне нужно. Вот оно мне нужно, нужно, нужно. Или понятно, что даже что-то случается, да, там нужно зарабатывать. И очень долго, я долго не работала с этой темой, поэтому очень долго с ней не разбиралась. Когда начала работать, разобралась. Пока не работала, то есть это прям, ну, никак не пробивался этот паттерн, что я не понимала, как люди зарабатывают деньги так, что они откладывают там что-то, Мгм. покупают себе какие-то, ну, дорогие вещи, дорогие обучения, куда-то там летают бизнес-классами. Я не понимала, как это сделать, потому что, ну, как это? Я же вот, ну, вот, чтобы выжить, я понимаю, вот. Вот если случится Мгм. так, что мне завтра не на что будет жить, нечем платить за квартиру мою, я на следующий же день заработаю. Но если так не случится, то, ну, какие большие деньги? То есть все, и вот Мгм. не была эта связка, что только вот из задницы, только из каких-то ужасных сценариев, только довести себя Да, до того, что у меня вообще нет денег, вообще мне нечем за это за пятое-десятое платить, и вот только тогда откуда-то они появляются. да. Мобилизуются ресурсы, как ты говоришь, да, и происходит чудо. Мгм. Это, знаешь, тоже очень часто бывает, что мы откладываем что-то до последнего, например, какую-то презентацию, все завтра уже, и вот ты накануне, у тебя все ресурсы подтягиваются, и мозг так начинает работать, и ты, в общем-то, вот ты 3 месяца сидела, за день все сделала. Вот. Это, кстати, вот, ну, часто у людей бывает вот именно с откладыванием. Это все связано с тем, что в этот момент очень много вот этого адреналина, и ты на адреналине это делаешь. И тогда нужно рассмотреть, а как ты можешь, в общем, давай с тобой научимся это делать без адреналина. Постепенно, плавненько, выстроим стратегию с тобой. Сегодня 10 минут, завтра. То есть надо мозгу сказать своему, показать ему картинку, что можно по-другому, по любви, красиво, с чаечком вкусненьким, и дать ему вкусняшек, и переучить его. А я сама, кстати, такая была очень долго на вот этом вот адреналине что-то делать. Вот. И очень круто получается. На нем, ух, как
а потом думаешь, ага, потом неделю лежишь. Ну зачем это? Выгорание, Вот, да. Кто-то неделю, а да, кто-то год может лежать, потому что на да, компенсаторе типа на заработали, а потом да, выгорание, и все деньги на лечение мы тратим. Да, я таких кучу примеров мгм, встречаю среди блогеров, там очень много у меня знакомых да, таких историях. Вроде деньги большие, вот они миллионы, а потом да. все эти миллионы просто сливаются на то, чтобы восстановить состояние после того, что происходило. Ну, потому что ты проехалась на чем? На вот этом, да, на ресурсе таком, где это был очень большой стресс для организма. И, понятно, ему хочется восстановиться. И, например, в своем случае я работала как раз-таки с женственностью, с бережностью, с телесностью. И уже сейчас, да ни в коем случае, я настолько себя люблю, свое тело, у меня все будет потихонечку, по любви, размеренно. И легко, И легко, вот она легко, вот эта да, легкость, да, да. то есть без вот этого напряжения. И вот тоже, что хочу Да. отметить, вот ты говоришь, что переучиваем, много мы сегодня этого касались, что нужно условно смотреть в позитивную сторону, да, что нужно вот эти Мгм. картинки будущего видеть, да, фокусироваться на позитиве, перестраивать свою систему, но вот то, что я вижу, опять же таки, чтобы это не было как с духовностью, что ты просто вот этим ложным позитивом накрываешь крышечкой свою всю боль и все свои травмы. Мгм. Ой, я теперь позитивная, я хочу яхту, вот моя карта Да. желаний. То есть, чтобы это не было вот в этот перекос, опять же таки. Мы работаем в терапии с вот этим всем, с нашими травмами, с нашей болью. Терапевт знает, что с этим делать. Это не нужно, условно, нам об этом беспокоиться. Этот процесс происходит, и дальше мы уже делаем действия самостоятельно. То есть тоже терапевт не может за вас сделать какие-то очевидные шаги в реальности. Но когда в терапии уже проработано, посветлее стало, скажем так, напряжение Мгм. ушло, да, видно больше, понятно больше, то вот эти действия, они становятся не такими сложными, действия в реальной жизни. И вот этот Да. тандем получается, что терапия помогает снимать какие-то предыдущие пласты, дает наставление на то, как дальше действовать, мы действуем уже без напряжения и более расслабленно, и получаем, собственно, все эти результаты. То есть вот я говорю, вот это просто позитивную, что нарисуйте карту желаний, там выпустите красный шарик, и Мгм. вот у вас там все сбудется, но ну, Если внутри, если, да, если там внутри хаос, и там, такой бардачок внутренний психологический, то даже если человек, дойдет до своих желаний, до яхт, ну окей, но он дойдет с внутренним с этим. И вот часто я такое слышу: А, ну да, яхта, она не радует меня. Ну вот, да, и блогеры это рассказывают, и клиенты это рассказывают. Это транслируется, это не просто я придумала, и ты наверняка это слышала. А оно не радует, потому что внутри содержание, оно как было, так и осталось. Вот. И я всегда говорю, что и сама себе, да, что состояние первично, событие вторично. Вот и все. Работаем с состоянием, остальное все подтянется. 100%, да. И даже элементарно, кого, у кого мы хотим брать эти деньги, да, то есть люди, которые наполнены позитивом, наполнены счастьем, когда вот этот процесс денежной циркуляции, это не забирание у кого-то, у кого тоже нет, Мгм. просто вот это, ну, тотальная нищета, что у меня нет, у него нет, и вот мы вот это вот туда-сюда, дайте, дайте. А когда все в изобилии, вот это вот состояние как Мгм. раз-таки изобилия, так нужно сначала самому внутренне, как тоже вся классика, нужно самому начать излучать изобилие хотя бы в вопросе вот этой расслабленности. Да. Что я не сжимаю себя, я не зажимаю свою энергию, я расслаблен, я теку, я горю. Вот, пожалуйста, я вам Мгм. даю элементарно свое спокойное состояние. Радостное, счастливое, расслабленное. Вот, вот, держите. Я не сжимаюсь вот так вот в тревоге от того, что мне завтра Мгм. нечего есть или что-то там еще и так далее. Вот я даю, вы мне даете в ответ. То есть этот процесс происходит автоматически. Да, да. И ты знаешь, потихонечку, да, вот когда человек начинает работать, потихонечку, вот у него была вот такая картина мира, он видел вот в этой плоскости, да, она потихонечку, незаметно для него начинает поворачиваться в другую сторону, и он уже видит,
совершенно другое, где есть люди, которые радуются, которые зарабатывают деньги, которые там, ну, вот она. И вот отсюда он переходит сюда. Это получается очень незаметно, да. Ты сначала здесь считала деньги на продукты и смотрела на цены, здесь ты уже давным-давно, и ты такая, ой, а я вообще что-то и перестала смотреть. А когда это произошло? Вау, я уже там столько-то лет этим не занимаюсь. Я этого хотела, и я это хоп-хоп, даже не заметила, как это пришло. И так вот во всем. Это очень классный фильм, я его люблю. Happy End фильм русский. Happy End называется. Не сериал, а фильм. И там мне очень нравится, как подсветили историю с нашим мышлением и восприятием. Спойлерить не буду, но расскажу пример. В общем, там старый уже человек, ну, показывает его, он такой уже старичок, и он грустит по умершей жене. И как бы все, уже себя похоронил. И потом, бац, другая картинка, он там как-то без сознания бьется в Таиланде, по-моему, там. То есть его ударили по голове, и он потерял память. И вот эта реальность, да, где он страдал и горевал, ну все, уже жена умерла, а он продолжает в этом горе быть. Потом он потерял память, и открылась ему другая реальность. И какой он там стал. Вот посмотрите, какой он там стал. То есть вот забыл условно то, что у него было, и хопаньки, из мужичка-старичка там что-то другое родилось. И вот так же у нас. Ну, нам никто память не будет отшибать, понимаете? Она у нас есть, мы в здравом уме, но, собственно, процесс, он такой же. Нужно вот это все забыть, вот эту картинку, и увидеть другую картинку. Вот. Ну, конечно, классно было бы, да, так, хоп, стерли, как в этом, как это, тоже фильм был, они лучом так все стирали Ну, каким-то люди этим. в черном, да, Люди люди в в черном, черном. да, такой, все забыл. Деньги это плохо, забыл. Денег много. Вот. То есть вот все в нашей голове, это действительно так. Так вот, блин, мы уже касались с тобой этого, но, к сожалению, мы-то и не помним. Мы реально не помним. На осознанном мы не помним ни свои установки, ни свои травмы, ни что мы там где какие решения приняли. Ничего мы не помним. Но оно все продолжает на нас влиять. И как раз-таки нужно, наоборот, идти вспоминать, понимать, какие мы там поделали выводы, и расчищать это Да, все осознанно. это да, но смотри, что происходит, что я имею в виду. Мы постоянно в каком-то прошлом, очень Да, да. часто. И я вот это имею в виду. Да, это уже вот оно подтягивается. То есть прошлый опыт, он неосознанно подтягивается, и мы его иногда и не осознаем. Что это подтянулось? Что за реакция? Что за чувство? Это понятно. Но когда ты перестаешь вот там быть постоянно или впереди быть, да, а у тебя вот это вот здесь и сейчас, вот что, будьте здесь и сейчас, это как раз-таки вот из этой точки начинай вить вот эту вот как бы клубочек реальности своей. Все, нету этого прошлого и не было никогда. Если ты живешь в прошлом, значит, ты живешь не в настоящем, а ты проживаешь то прошлое. Вот и все. А вот эти вот то, что, да, мы вычищаем все, оно на самом деле тоже подтягивается из прошлого, мы его не осознаем, но мы его помним. Если мы сотрем память, мы его помнить не будем. Ну да, да, да. Да. Мы Но телесно помним просто. лучше не стирать память, а идти в терапию, идти в Да. терапию Экологично и это делать, да. да, экологично все расширять и нарабатывать новые навыки, новое мышление и вот ту самую осознанность, да, осознавать, кто я, Мгм. что происходит в моем внутреннем мире. Мгм. Так, ну что, Ну, давай в целом, завершать. да, да. А давай завершать, мы в целом говорили про деньги. Вот. И можно Мы хотели сделать практику, будем делать? Да, давай сделаем. Это такая очень простая практика из эмоционально-образной терапии. Она очень простая, но она опосредованно очень хорошо показывает. И давай с тобой сделаем, да, тоже подключайся. Да, Представь, давайте, дорогие, пожалуйста, делайте тоже все. да, представь, пожалуйста, представьте, да, пожалуйста, что деньги – это какой-то образ. И вот важно первый образ, который пришел. Вот самый первый. Первая секунда, и что это за образ? Это может быть человек, это может быть предмет,
увидели, да? Есть? Мгм. И теперь посмотри, поговори, почувствуй, какой у тебя коннект с этим предметом или человеком, что пришло. Как это на тебя смотрит, хочет ли оно, может быть, хочет что-то сказать, повзаимодействуй с ним. Может быть, оно, знаешь, так боится тебя немножко и говорит, я в сторонке постою, посмотрю. Вот посмотрите, пожалуйста, что происходит между вами. И знаете, как почувствуйте, да, вот что, потому что этот образ, это уже там есть определенная энергия, ну, денежная энергия, да, и вот что, какие чувства к ней, к этой энергии. И если там есть какое-то напряжение, непонимание, можно не торопить события, а потихонечку сказать, давай с тобой дружить, или, я не знаю, чуть ближе подойти, или сказать доброе слово, или, может быть, что-то пообещать, да. Не фрустрировать события, не торопить, потихонечку сказать, я хочу с тобой быть ближе. Мгм. И сейчас можно продолжить, да, глаза можно закрыть. И сейчас представьте сумму, которую вы хотите. Пусть она прям сейчас появится в пространстве циферками. Сумму, которую я хочу. И теперь спросите тело, где в теле отзывается эта сумма. То есть где откликается эта сумма в теле, да? В какой части? И отследите, что появляется в этой радость или напряжение. Может быть, какая-то тяжесть или трепет, холод или еще что-то. Почувствуйте. И теперь представьте, что вы дышите через это место, прям вдыхаете туда. Дыханием как бы продуваете это место, даете внимание в это место. И просто побудьте с этой суммой в теле, без задачи убрать ощущение. Вы его наблюдаете и дышите, и оно само собой трансформируется, если это нужно. Мгм. И поблагодарите свое тело за то, что оно сейчас учится выдерживать деньги, ту сумму, которую вы увидели, запросили. И с каждым разом можно увеличивать свой сосуд, емкость. Мгм. Потрясающе. Да. И прям можно, да, эту практику взять и вот это, знаешь, как телесно приглашать денежки, да, почувствовать их. Деньги- это такая субстанция, которая живая, да. Очень интересно вообще с ними взаимодействовать через образ. Я помню, у меня был такой образ на супервизии, значит, деньги прям, знаешь, резко пришла такая, образ,
Они такие танцующие, легкие, а я такая зажатая. И они такие, это у нас было через расстановку, то есть это деньги были другой человек. И она говорит, ну, она в виде денег, да, коллега моя, она говорит, я хочу к тебе, я лечу к тебе. Ну, я не знаю, как ты как бы не видишь меня. Я такая, как не вижу? Вот, то есть это очень интересно, и мы вот стали с ними сближаться. А если нету возможности расстановку такую сделать, то можно ее сделать в своей голове. Поблагодарить, удержать, расширить эту емкость, повзаимодействовать с денежками. И поверьте мне, это опосредованно работает. Это кажется, да что какие-то образы, еще что-то. Нет, друзья. Эмоционально-образная терапия – это мощнейший инструмент. Вот. Так что вот такая Благодарю тебя. практика. Вообще чудесная практика. Мне столько пришло инсайтов. Я сейчас делиться не буду. Может быть, поделюсь Мгм. потом в телеграм-канале. Дорогие, вы тоже, кто с нами делал практику в прямом эфире, поделитесь в комментариях, как обычно, под постом. Прям благодарю тебя. Очень интересное Да, во сознание. благо. Мгм. Да. Хорошо. И, дорогие, конечно же, я все ссылки на то, как взаимодействовать с Марией, оставлю в описании. В телеграм-канале будет пост, на ютубе все будет по ссылкам в описании, поэтому, конечно же, приходите, начинайте свой путь. Я вам желаю удачи на вашем невероятно интересном пути познания себя, расширения себя, достижения всех ваших целей. Да, благодарю, Алина, за такую прекрасную, продуктивную беседу. Было очень приятно. И всем желаю много денег, счастья и любви. Все, что нам и нужно, Да, да, друзья. почему нет? Почему Почему нет? нет? Да, да, да. Это как Принимаем, говорим, принимаем. да, 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 Да. да. Все, дорогие, Всего до счастливого. встречи. До До встречи. встречи. Пока.